Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, товарищи. Начинаем нашу трансляцию, вернее, даже завершаем наш недельный, семидневный рефлекторный детокс с сегодняшним занятием. Сегодня нас ждут с вами в эфире важные темы, и в том числе 2 рефлекторных комплекса, которые будут завершать, подводить итог тому, что мы с вами наработали за неделю практически. Поэтому, да, ждем ваши десяточки. Спасибо большое, вы уже их и ставите их. И мы должны убедиться, что большинство нас слышит, видит хорошо, связь есть. И мы по этому поводу не тревожимся и начинаем сегодняшнюю трансляцию. Да, чуть-чуть побольше десяточек добавьте, пожалуйста, чтобы мы уже начали. Отлично, спасибо вам большое. Итак, нас сегодня ждет следующая программа занятий. Обсуждение результатов предыдущих занятий. Тест на состояние печени, обращаем ваше внимание, который напрямую связан с состоянием и крови, и сосудов. Каскад упражнений 7-го дня, состоящий из 2 частей. Кровь – главный носитель энергии. Что происходит с кровью при рефлекторном детоксе? И как это влияет на качество сосудов? Какой детокс предпочитают профессионалы? Инсулинорезистентность, диабет. Что можно, а что нельзя и чем себе помочь? Терапевтическое использование детокс-супа при сахарном диабете. И 1-го, и 2-го типа. Варианты лечебного использования. Новые версии детокс-супа похудейка. И при инсулинорезистентности. Итак, вот такой подарок ждет сегодня всех участников. Ну и, конечно же, 2 комплекса рефлекторных упражнений. И давайте мы с вами немножечко подытожим, что же мы с вами прошли, какие дни упражнений, какие результаты вы получили. Пожалуйста, напишите нам в чате ваше имя, отчество, откуда вы, сколько вам лет, с какой задачей и за сколько дней вам удалось справиться. И какие нерешенные задачи остались, чтобы мы ориентировались и корректировали программу именно под участников нашей сегодняшней встречи. То есть, когда мы проводим такие мероприятия, особенно в подготовительном периоде, мы стараемся тщательно отслеживать ваши комментарии, ваши вопросы, ваши запросы, чтобы понимать, что же нам с Виктором Владимировичем и в каком виде стоит приготовить для улучшения вашего состояния, для коррекции вашего состояния, чтобы вы получили результаты, чтобы не было максимально возможно, чтобы не было никаких неудобств, осложнений. Стараемся, конечно, угодить и одной аудитории, у кого есть противопоказания, и другой аудитории, у которых нет противопоказаний, которые все время рвутся вперед, хотят получить больше. Ну и, конечно же, есть у нас еще другие аудитории, с которыми мы работаем и подстраиваем свои трансляции, информацию именно под ваши запросы. И это для нас номер 1, самое важное и самое главное в нашей работе. Поэтому, пожалуйста, чем подробнее вы опишете, тем точнее мы можем сориентировать сегодняшний комплекс под ваши задачи. А задачи у нас сегодня состояние сосудов, тонус сосудов, головокружение, шум, звон в ушах, онемение пальцев рук, онемение пальцев ног, вообще онемение конечностей, онемение в области поясницы. Вот если у вас есть частое желание делать глубокие вдохи, это тоже
относится к сосудистой системе. И вот мы поэтапно с вами занимались каждый день восстановительными мероприятиями, именно рефлекторным детоксом отдельных систем. И сегодня мы готовы вот именно время уделить сосудистой системе и состоянию крови. Ну и, конечно, такие частные, а по большому счету это общее, извините за казуистику моего русского языка, это то, что Татьяна Владимировна перечислила. Я хотел добавить боли в пояснице при долгом стоянии, боли в пояснице и в икроножных мышцах при долгом сидении. И Татьяна Владимировна не отметила еще такой момент, понятно, при всей нагрузке моей доблестной половины, конечно, это так называемое головокружение ортостатического свойства. Чтобы вам было понятно, когда резко меняется положение вашего туловища. Или вы когда резко встаете с дивана, или с глубокого кресла, или с постели. Это тоже имеет большое значение как раз таки и к заявленной нынче теме, и к состоянию крови. Это очень важно с точки зрения перспектив развития осложнений со стороны именно крови как отдельной системы в организме. И, конечно, с точки зрения каркасности, эластичности и пластичности. Угу. Так, ну, с сахарным диабетом, с онкологией, да, есть у нас участники. Угу. Боли в подреберьях, шум в ушах, головные боли. Вот с чем удалось справиться? Активность больше, легче встает со стула, с кресла, вот наша участница Людмила. Так. Угу. Фарид похудел, нет одышки. Ремень застегивается на одну дырочку уже. Дырочки еще остались, Фарид, у ремня. Смотрите осторожно. Вы там ночами, по-моему, работаете. Давайте как-то немножечко вот себе больше внимания. Я чего-то не знаю. Да, да, Виктор Владимирович, да, я иногда забираю у вас очки, чтобы вы комментарии не читали. Вот все, да. Ну давайте тогда я заранее сниму. Заранее сниму. Да, или замажу чем-нибудь. Угу. Так, у кого-то вот боль в ногах, плохо засыпает человек. Так. Угу. Газообразование. За все время практически пропали красные точки на теле. Самочувствие отличное, сон, стул, все в отличном состоянии. Ну, это колоссальное достижение, и указывающее, конечно, на прямую корреляцию, то есть соответствие состоятельности и состояния внутреннего кровоснабжения, именно я подчеркиваю, внутреннего кровоснабжения, и с внешними кожными, скорее накожными проявлениями. Угу. Вот Галина пишет, занималась все 6 дней, состояние улучшалось и радовало. А сегодня почему-то вот недержание случилось в мочи, просто на ровном месте. Ну, надежда, что это случайность. Хочется стабильности ЖКТ и мочеполовой системы. Вот почему такое может быть, Виктор Владимирович? Все 6 дней участница занималась. Ну, потому что могут включиться так называемые идиопатические обстоятельства. Мы же не знаем, что себе эта дама могла позволить во всех аспектах, во всем веере своего и социального поведения. Может быть, какая-то невзгода, может быть, время пришло долги отдавать или кому-то деньги занимать, может быть, какой-то неприятный разговор, может быть, что-то съела, как говорили классики. Поэтому, да? конечно, поэтому в этом смысле нужно подразумевать, что все системы, которые у вас, слава богу, за эти 6 дней наладились, они же, понимаете, какие бы не были точные японские или швейцарские мои любимые часы, все равно мы их должны подводить. Все равно мы их раз в год должны подводить, так сказать, под астрономическое время. Точно ровно так же надо вести себя с организмом. Не надеяться на авось и не надеяться вот на такие вот программы редчайшего свойства, которые мы с Татьяной Владимировной проводим для вас, а понимать о том, что именно показатели вот этих 6 дней указывают на то, в каком направлении надо двигаться и с какой интенсивностью надо относиться к себе в этой части.
Так, вот стул налаживается, меньше в подреберье болит, самое главное море энергии. Горы свернуть хочется. Ну, вот в этом Замечательно. вот в этом месте, конечно, Нужно чуть-чуть? конечно, надо, нет, не чуть-чуть. А в этом месте, конечно, надо просто дать себе команду стоп. Потому что, как бы мы с вами в начале вот этого 7-дневного цикла не называли, когда я вам предложил, давайте назовем марафон, вы сказали, ну, марафон это трудно, это много после марафона и так далее, и так далее. Как раз таки это марафонская дистанция функционально-физиологическая. Вспомните стайеров, вспомните спринтеров. Никто никогда строго не останавливается. Потому что всегда продолжается, должно какое-то быть движение. И мы это движение вам вчера уже предлагали. 10 программ, которые как раз таки формируют вот это медленное движение вперед, продолжение вперед. Потому что если вы резко сейчас остановитесь, в буквальном смысле, то инерция и рефлексовая, инерция вашей энергии, которая не будет воплощаться в другие ипостаси, конечно, она будет носить такой контузионный характер. Ну вот уже участники пишут, шум в ушах уменьшился, у кого-то шум в голове и был, и кажется, что есть улучшение. Прекратилось головокружение, но еще вот слабая боль в правом подреберье. Так. Ну, слабая боль в правом подреберье, это, в общем-то, на сегодняшний день, к сожалению, или к счастью, с точки зрения врачебной логики, врачебного мышления, это очень хороший показатель. Почему? Потому что то, что вчера Татьяна Авдеева вам показала, разновидности положения желчного пузыря, положения состоятельности его, во многом говорит о том, как этим пользоваться. Понимаете, как этим пользоваться? Это ровно такая же система, которая, если вы автомобилисты среди вас и автомобилистки, вы прекрасно понимаете контроль давления в колесах, в шинах, контроль резины и так далее, так далее, так далее. Что зимой надо переобуваться, если есть необходимость в этом, одевать шипованную резину, а летом ездить на другую. Вот ровно так же и вот эти программы. Ровно так же, пожалуйста, имейте в виду. И уникальность, конечно, и с одной стороны, и универсальность наших препаратов, которые мы предлагаем, и которые мы сами себе, мы на себе в первую очередь, это как в старом добром анекдоте. Мы живем на них. Понимаете, мы как в старом добром анекдоте вначале на себе, как на собаках, а потом уже предлагаем это вам. Потому что наш ближайший круг это наши дети, это наши внучки. Мы все исследуем и это не просто красивые слова. Так я к тому говорю, что естественно, это не огульно говорить по одной таблетке 3 раза в день. Понимаете? А это всегда привязка к климатическим, почему мы и просим вас, укажите, где вы живете. Потому что мы с Татьяной Владимировной уже невольно, так сказать, сканируем, зная, так сказать, или вы из Хабаровска, или вы из Альметьевска, вот там дружбан появился, оказывается, пока я ходил без очков, и вот Татьяна Владимировна из Альметьевска появился дружбан, вот, понимаете, у которого дырочек уже на ремне, оказывается, не хватает, или наоборот, много лишних. Не, ну я просто поинтересовалась. Вот, или с другой стороны, на запад, вот нам пишут из моего любимого города Калининграда, запад, какой там климат и какой климат в Хабаровске. Найдите 10 отличий. Вот ровно так же мы и должны формироваться и условия выживания, и условия проживания человека. Понимаете? Обратите внимание. Мы в одной из наших книг, кстати, написали, что 87% нашей доблестной территории это условия резко континентального климата. А некоторые штатские нам предлагают использовать средиземноморскую диету. Ну давайте как-то голову потихоньку включать. В этом смысле, Виктор понимаете? Владимирович, какой комментарий чудесный. Смотрите, Татьяна пишет. Были большие проблемы с поджелудочной железой. Почти ничего не ела. Прошла курс. Ем. Остановиться теперь не может. Я очень серьезно это говорю. Татьяна Владимировна, вы помните, у нас были такие случаи. Вот эта Татьяна, это ваша тезка? Да. Ну вот Татьяна, которая тезка моей жене. Будьте аккуратны в этом смысле. Будьте аккуратны в этом смысле. Почему? Потому что, в принципе, сейчас вы немножко ферменты подтянули, вы начинаете есть, вы начинаете
извините за старорусское слово, кушать, а система желудка, система луковицы 12-перстной кишки может быть не готова. Это как раз таки та самая разница, как говорят в Одессе, понимаете, две большие разницы. Состояние моторики и состояние перистальтики. Потому что, чтобы не было завала или в сторону поноса, или в сторону, наоборот, запора. Поэтому очень аккуратно. Так, исчезла боль в поджелудочной, нормализовался стул, голова не болит, что для меня чудо. Так это, что нет судороги, всегда боялась лишний раз потянуться, а сегодня проснулась и насладилась подтягиванием. Чудо, чудо, да и только. Ну, это вообще показатель теснейшей связи между печенью, между утилизацией молочной кислоты и состоянием трехуровневого устройства нашего позвоночника в системе тех нервов, которые формируют вот эти вот самые двигательно-опорные функции. Двигательно-опорная функция. Почему? Потому что само по себе подтягивание, обратите внимание, ни в коем мере я не хочу нас сравнивать там с кошками, с собаками, с другими там животными, с матями, с братьями нашими и сестрами меньшими. Но посмотрите, мы, наши все эти, так сказать, младшие друзья, мы все подтягиваем, они все подтягиваются. Видите, оговорка по Фрейду. И мы все подтягиваемся. С чем это связано? Это связано с первой веточкой блуждающего нерва. То есть, как мы только начинаем подтягиваться, грубо говоря, это как настройка. Если из вас кто играет на щипковых инструментах, то вы прекрасно понимаете, так сказать, что если ружье, которое висит в первом акте, в третьем должно выстрелить, а если гитара висит на гвозде и на ней долго не играют, то ее надо подстраивать. Вот мы ровно так же, когда мы начинаем подтягиваться утром, ведь сама система стяжения и растяжения, она связана с тем, как ведет себя печень. Вот это это колоссальный показатель. А в контексте того, что дама перечислила, и головные боли, и панкреатит, и судорожное ожидание, и боязнь, так сказать, лишний раз это сделать, а теперь себе представьте, нервы и мышечные блоки, которые формируют бедро или бедра, которые формируют голеностоп, мощнейшие суставы, плечевые, коленные, голеностопные, вы их сдерживаете в своих порывах. То есть, что там происходит? Там происходит изменение вот этой самой внутрисуставной жидкости и меняется осмотический компонент. Чтобы вам было понятно, это ровно тот же самый механизм, как формируются камни в желчном пузыре. Вот ровно тот же самый механизм. Только это происходит, и там происходит выпотевание белка, и который тянет за собой минеральные соединения, и тра-та-та, вышла кошка, там, за кого она вышла кошка? Ну, вышла кошка однажды и гуляет сама по себе. А процессы те же самые. Если бы мы могли протягивать желчный пузырь, понимаете, у нас давным-давно, когда наша дочь совсем еще сопливая была, так сказать, мы показывали, у нас есть ролик, на котором мы показываем старорусский способ протягивания желчного пузыря, так называемый монашеский простук. Монахи 500-700 лет назад, только не тяните мне сейчас ни за язык, ни за бороду. Вы сами себя тянете за язык, Виктор Владимирович. Так, хорошо, поехали дальше. Так вот, понимаете, монахи знали, как простучать, понимаете, вот эти все вещи. Как простучать, как заставить пузырь шевелиться. А мы надеемся на... Следующий комментарий. В течение недели не употребляла обезболивающее. Редкая боль под правым подреберьем была всего лишь. И боли под правой лопаткой, недержание мочи, ревматоидные, что-то, не дописан комментарий. Конечно, вот при всем этом букете не принимать обезболивающее, то есть и не было необходимости это делать, это уже большая-большая победа. Конечно. Очень большие сдвиги. Конечно. Да, много вопросов по поводу не могу заснуть, нарушение сна.
У кого-то сон наладился, у кого-то еще недостаточно, но опять же вы не пишете, сколько дней вы участвовали и участвовали ли вообще. Или это просто ваша жалоба по жизни. Так. Ну вот, замечательная Зрение реплика. улучшилось. Вот, прочтите, пожалуйста. Сахар, кожа диабетика, боли в подреберье. Вчера смотрела, сегодня встала с песнями. Вот. Ну вот, понимаете, вот что нужно. Вот что нужно и на той стороне, и на нашей стороне. Ну, кроме аплодисментов, извините за нескромность, и той даме, и отчасти нам немножко, понимаете, хотя бы в элементах Бонетти. Замечательно, просто замечательно. Вот указывает, просто указывает. Нашим доброходам, так сказать, это как ответ Чемберлену. Понимаете, что можно это делать? Отеки ушли, бородавки присохли, часть отпала, боль в пояснице уменьшилась, шум в ушах уменьшился. Браво! Вот просто браво! Значит, вы все выполняли по регламенту. Замечательные результаты. Регулярный стул, стало свободнее дыхание, легкость в теле, в позвоночнике при вертикальном положении, боль шеи и основании черепа. Ну вот давление повысилось и в шейном отделе, боль в коленях еще. Задачи какие остались. Давление и боль в коленях. Так, отличный сон, уменьшилась боль в правом подреберье. Да, никто не будет глазить. Спасибо и вам, что пишете. Так, ушел живот. Куда ушел живот, Наталья? Почему на протяжении всех дней проявлялся шум в ушах либо в одном ухе, причем только в левом, а живот ушел? Но это ярчайший показатель того, в каком состоянии находится селезенка, в каком состоянии находится поджелудочная железа, в каком состоянии находится левый желудочек, левое предсердие, левая сонная артерия, правая именно диагонально позвоночная артерия, поэтому вот и появился шум в ушах, потому что нагрузка, которая выпадала на брюшную аорту, она сейчас переключилась, и в силу законов, опять же, я вчера упоминал несколько фамилий, связанных и с химией, и с физикой. Бойля Мариотта и Гей Люсака. Как в старом добром анекдоте. Я думал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это 4 человека. Так, итак, дамы и господа, конечно, комментариев очень много. Мы к ним еще вернемся обязательно. У нас сегодня с вами 2 комплекса упражнений, и мы будем подводить итог. И вот еще дополнительно, конечно же, ответим масса комментариев, масса вопросов. Давайте мы пойдем по регламенту и ближе к концу вот немножко более подробно на эту тему с вами пообщаемся. А сейчас буквально вот 2 слова, и мы идем с вами дальше. Мы авторы технологии рефлекторного детокса, доктора медицинских наук, врачи восстановительной медицины Татьяна Владимировна и Виктор Владиленович Картавенко. В очках. Разработчики технологий быстрой помощи своими руками, авторы системных восстановительных онлайн-курсов, создатели фитопрепаратов, технологий восстановительного и адаптационного питания. Наши врачебные специальности: рефлексотерапия, физиотерапия, диетология, лечебная физкультура. Создаем препараты, проводим научные исследования, работаем в клинике восстановительной медицины в Краснодарском крае, в поселке Небуг. Мы врачи практикующие, и вот место, где мы трудимся. Да, место сборки и место нашей силы. Наша клиника. Да, 2928.ru. Подробнее информация о клинике, куда вы можете к нам приехать. Обращаем ваше внимание, что вот с большим количеством нарушений обмена веществ в различных ситуациях, после COVID-19, после других вирусных инфекций, тяжелых стрессовых состояний, изменений постстрессовых, боли в позвоночнике, нарушений пищеварения, можно справляться своими руками. И мы с вами вот все эти дни занимаясь, и вот комментарии, которые мы сегодня зачитывали, подтверждают, что это действительно так.
В основе всех изменений лежит оптимизация функций печени, поведения желчи в организме. Сегодня 7-й день, когда мы работаем над восстановлением нормальных параметров обмена, жизни без боли и хронической усталости. Жизни, наполненной яркими событиями и достижениями. Подавляющее большинство наших недомоганий, патологических изменений, частая усталость или неспособность к чему-то важному, неуверенность и нерешительность живут в слабой печени или слабом желчном пузыре. Здоровая желчь – это основа нашей энергии, возможностей, удач и достижений. Качество желчи определяет наше здоровье, характер, судьбу, вот от самого рождения до нашего ухода. И если вы обратите внимание, вот прям на картинке, крайняя картиночка, вот бабушка, опирающаяся на палочку в согбенном таком положении, ножки у нее прикрыты, потому что, скорее всего, или изменения артрозные, или отечность. Человек все это скрывает, вот такой не очень веселый взгляд. Только нам с вами, дамы и господа, имея такие технологии в руках, вот просто решать, хотим мы такими быть с вами или нет. Хотим мы доживать, вот пенсионный возраст официально назван возрастом дожития, или мы хотим полноценно жить. Ну, и в связи добиваясь, достигая, развиваясь, обучаясь, обгоняя, может быть, более молодых наших коллег. Это все в наших с вами руках. Или мы с вами выбираем вот то, что наверху, или мы с вами выбираем совершенно другой рисунок нашей жизни, наполненной энергией, жизни без боли, наполненной возможностями и яркими событиями. Ну и пользуясь вот этой иллюстрацией замечательной, я хотел бы вернуться к началу этой картинки. Посмотрите, пожалуйста, от ребеночка в ползающем состоянии до девочки, которая только-только показывает свою красивую юбочку. Есть замечательное по этому поводу, извините за тавтологию, замечание, что и характер, и будущая судьба формируются от 0 до 5 лет. От 5 и дальше уже делать практически нечего. Вы можете легко в этом убедиться, если оглянетесь вокруг, если почитаете дневниковые записи Льва Николаевича Толстого. По этому поводу у него есть замечательная реплика, которая говорит о том, что между мною и 5-летним ребенком разницы практически никакой нет. А между ребенком, которому 0 месяцев и больше 5 лет, разница огромная. То есть к чему такой мой спич кратенький? К тому, что все вопросы, которые связаны с дискинезиями у детей у ваших внуков, надо решать вот именно в этом возрасте. Потому что там, где девочка стоит уже с сумочкой, понимаете, там уже идут явления остеохондропатии, там уже идут явления, связанные с нарушением осаночных циклов и так далее, так далее, так далее. То есть в ваших руках все эти вещи контролировать, диагностировать вовремя и исправлять. Извините, патрон. Когда вы будете обладать инструментами для оптимизации желчи, тогда вы сами станете определять, какой будет ваша жизнь и жизнь ваших близких. И даже в эмоциональном плане. Или у вас будет все складно и ладно и по любви, или вы будете в большей степени наполнены какими-то совершенно другими эмоциями, которые не дадут жить нормально ни вам, ни вашим близким. Все это также зависит от качества желчи в вашем организме. Главные действующие лица метаболизма. Метаболизм – это наш главный биологический реактор, который производит нашу человеческую энергию, которая в виде крови питает все наши органы и клетки тела. Главный движитель этого процесса – желчь. Все остальные фигуранты по своему влиянию на метаболизм, они уже вторичны. Итак, какие мы с вами видим здесь действующие лица метаболизма? Во-первых, печень,
которая производит желчь, желчный пузырь, в котором желчь дозревает. Мы видим здесь еще желтого цвета поджелудочную железу и такого розовато-фиолетоватого цвета желудок. То есть это органы, которые производят определенные жидкости, которые создают нашу картину нашего метаболизма. И главным движителем этой всей картины является здоровая желчь. То есть все процессы определяются качеством желчи, обменные, а вот работа различных органов, она вторична по отношению к качеству желчи, к ее оттоку и вот, собственно, качеству желчи, которое вырабатывает печень. Когда с биохимическим составом крови все в порядке, вот что это за ситуация? Это когда с желчными кислотами в составе желчи все в порядке. Их столько, сколько нужно, и концентрация их такая, какая нужна. Выработано достаточное количество желчи печенью, ее столько, сколько нужно. Желчь созрела в желчном пузыре, то есть ее концентрация увеличивается, и химический состав несколько меняется, когда она находится в желчном пузыре. И она становится готовой для того, чтобы включиться полноценно в обмен. И на прием пищи, 4 пункт, выделилась желчь в просвет 12-перстной кишки. И 5 пункт важный. И так происходит все время, каждый день, ритмично, постоянно. Не время от времени, вот как-то там хаотично, а ритмично и постоянно. Это вариант оптимальной желчелогики. И тогда с биохимическими показателями крови у нас все хорошо и все замечательно. Когда в этом направлении происходят изменения? Биохимические показатели крови нарушаются. Когда желчелогика нарушается и есть нарушение хотя бы в одном из этих пунктов, вот, которые мы перечислили. Или с желчными кислотами не все в порядке в составе желчи. Или выработано недостаточное количество желчи. Или желчь не созрела в желчном пузыре. Или вообще она туда не попала. Или на прием пищи нормальное количество желчи не выделилось в полость 12-перстной кишки. Или это не происходит ритмично каждый день. Вот эти 5 пунктов в значительной степени влияют на то, что у нас происходит в сосудистом русле. И есть даже такое понятие жирная кровь. Вот кто-то говорит, вот у меня жирная печень, мне так сказали, потому что на УЗИ выявили жировой гепатоз. Но и есть понятие жирной крови, когда в крови много холестерина, который откладывается в виде бляшек. Другой вопрос, какого холестерина, да? Как там есть составляющие общего холестерина. Когда это начинает откладываться на стенках сосудов. Ну вот представьте хотя бы себе ситуацию. Вот трубки капучинатора. Представьте, что это сосуды, да? Гибкие, все хорошо, с ними все нормально. Если по этим трубкам капучинатора протекает жирная жидкость, молоко жирное, то что здесь происходит? Откладываются такие желтенькие штучки, бляшечки, да? Если тонус сосудов еще позволяет, это сужается, расширяется, то еще происходит какая-то компенсация. Но если ничего не происходит, вот этого движения сосудов, нарушается и кровь жирная, если можно так выразиться, то происходит накопление этих бляшек. И вот здесь мы видим картинку выше. Сейчас я покажу. Обтурация. Вот происходит такое зарастание сосудов именно этим содержимым. И оно не просто накапливается, а еще начинает прорастать сосудистыми дополнительными
разрастаниями, начинает уплотняться, то есть видоизменяться, то есть много там превращений различных происходит. Но это превращение, которое происходит во внутренней оболочке сосудов. А есть еще других много, вот совершенно масса других вариантов. И все это происходит, когда изменяются биохимические показатели крови, вот в первую очередь. Здесь показан вариант атеросклероза именно на сосудах нижних конечностей. Ну, многие диабетики знают, что они ходят под угрозой сосудистой нижних конечностей постоянно. И под угрозой сосудистой, которая в значительной степени влияет на качество зрения. Но а что делать, когда эти угрозы находятся в правой и левой сонных артериях? Если конечности отнимают у диабетиков, и такая ситуация достаточно известна, то что нам делать с нашей шеей и головой, когда в сосудах, которые питают голову, вот такая ситуация развивается? Ну да, только остается перечитать Александра Беляева со знаменитой его книжкой «Голова профессора Доуэля». Ну так же невозможно жить, и это не более чем фантазия. И мы сегодня... Ну, плюс я прошу Да. прощения, Татьяна, я плюс к вашей любимой диабетической теме я хотел бы добавить и облитерирующий эндотерит, о котором мы с вами постоянно пикируемся, постоянно говоря об атеросклерозе. Мы говорим о том, что атеросклероз это не только диабет и преддиабет и постдиабетические изменения, это еще и характеристики, которые опять же обеспечиваются желчью, но со стороны уже проведения нервных сигналов, потому что если вспоминать одного из любимых героев или одного из знаменитых советских фильмов «Белое солнце пустыни» господина Успекаева, который играл знаменитую роль таможенника. Так вот, представьте себе, что человек практически ходил на пяточных костях, потому что стоп у него практически уже не осталось. Человек страдал облитерирующим эндотеритом, но он курил достаточное количество, поэтому здесь тоже один из вариантов, который связан с этим состоянием. Поэтому угрозы, конечно, существенные. Угрозы эти развиваются при нарушении хотя бы одного из этих пунктов. Нарушается желчелогика, и вот этот процесс запускается в работу. Но у нас сегодня была рассылка, и мы обещали рассказать нечто особенное, особенную информацию, которая, возможно, даже она никому еще не была доступна. И вот вопрос в студию к вам. Как вы думаете, зависит ли процесс накапливания в сосудах вот таких отложений, то есть развития атеросклероза, от питания? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, нам пару слов. Как вы считаете, зависит ли процесс развития атеросклероза от качества питания? Вот такая у нас сегодня тема. Ждем ваших ответов, чтобы у нас с вами получилась сегодня полноценная дискуссия, и чтобы вы все-таки понимали эти механизмы. Да, кто-то пишет на 100% зависит, кто-то зависит. Да, зависит, конечно, очень зависит от питания, зависит полностью на 20%, напрямую, конечно. Зависит, но не определяет суть, зависит. Ну и вот только 3 ответа нет, не зависит. Так, а вот кто написал не зависит, что вы имели в виду, пожалуйста, напишите. Вы просто так от балды написали слово нет? Татьяна, или оно имеет под собой
обоснованность определенную. От балды вы имеете в виду Александра Сергеевича Пушкина? Ну, есть литературный герой, да, такой. Почему? И он занимался атеросклерозом, я так понимаю. Судя по тому, что он отпускал щелобаны по лбу, он лечил ему церебральный склероз, я так подозреваю. Однозначно убедилась на собственном опыте, когда при полном исключении жиров из пищи повысился холестерин. Да. А вы не задумывались, почему это произошло? Вот замечательная реплика. Как Да, я... печень вырабатывает холестерин, так. Угу. Не совсем, так. Зависит от печени, желчи. Меньше сахара, соли мучных. Угу. Так. Обоснованность зависит от работы печени. Так. Ну и наш ответ, Виктор Владимирович. Ну, наш Вы ответ... обещали я, понимаете, раскрыть данные исследований. Тот самый случай, что я единственный человек, которому я что-либо обещал, это было давно, и это были вы. Остальным я никогда ничего не обещаю. А нет, дочке обещаю и внучкам, а я там все выполняю. Так вот, я хотел в связи с этим, уважаемые коллеги, вам рассказать о том, что вот этот флюгер атеросклеротический, флюгер холестериновых, вот этих страшилок и пугалок, он каждый раз меняется в ту или иную, но очень интересно, заданную сторону. Многие из вас наверняка в силу там и возраста, и какого-то определенного времяпрепровождения на планете Земля, помните о том, что и сахар называли белой смертью, и соль называли белой смертью, и чего только у нас не называли под именем смерть. У нас возник разговор с Татьяной Владимировной как профессиональный на фоне того, что нужно ли бороться с холестерином. И эта тема у нас давно звучит и по клинике, и в системе онлайн. И я просто Татьяне не просто, а рассказал Татьяне Владимировне, что на момент написания мною докторской диссертации, посвященной вопросам адаптации, мне мои немецкие друзья помогли очень на тот момент закрытыми документами. Сейчас эти документы в свободном доступе, вы можете с ними ознакомиться. Они называются СС «Документах и действиях». Так вот там, в этих документах, СС «Документах и действиях», большой, колоссальный раздел был посвящен эсэсовской так называемой медицине. И вот СС-медицина, СС-медики, чем они занимались? Они изучали проблемы и быстрых, внезапных смертей, и выживания адаптационных вот этих моментов, то, что касалось моей диссертации напрямую. И меня на тот момент, это было достаточно много лет тому назад, поразило то, что шли очень четкие описания состояния сосудов у молодых людей от 18 до 30 лет, у которых был нормальный вес, у которых не было проблем с ожирением, у которых не было проблем с отягощающими факторами, это были спортсмены очень четкие и так далее, и так далее. Тема касалась летчиков и подводников. Так вот, в 97% случаев при вскрытии обнаруживался мощнейший атеросклероз. В 97% случаев. И немецкие на тот момент специалисты, они, конечно, пришли к выводу о том, что никто функционал желчи в этой части, конечно, не отметает, не убирает, и это даже не обсуждается. Но дело в том, что качественная желчь или некачественная желчь принимает активнейшее участие в формировании стрессовых и постстрессовых хвостов. И все вот эти вот атеросклеротические обтурационные дела, они, конечно, очень четко были завязаны не на алиментарных, от слова алимента, питания, а на желчно-невротическом обеспечении. Так что вот это тоже один из поводов говорить о том, что почему нам важен детокс. Почему вот в доказательной медицине нужны конкретные факты, конкретные формулы и так далее, хотя вот ваши реплики, ваши реакции на 6 дней работы с нами говорят о том, что ну что еще нужно? Что еще нужно показать в доказательной медицине?
Что еще нужно? Так вот, речь идет, конечно, как раз таки о том, что качество выживания зависит от того, насколько у нас здоровая желчь, которая напрямую связана с состоянием и двигательного функционала, и, соответственно, в связи с этим центрально-нервного обеспечения. Вы это имели в виду, Татьяна Ивановна? Ну да, вот еще одно подтверждение. Наша участница Вы по как-то- имени Татьяна вы пишет, как-то что не- однажды читала статью о том, как после войны были проведены исследования сосудов у людей, которые побывали в концлагере. Ну, У так- них сосуды были забиты. Вот Ну. представьте, какое качество питания там было. И вот то, что говорит Виктор Владимирович, стрессовые ситуации, они как раз-таки ухудшают работу печени, ухудшают Конечно. желчеотток, ухудшают качество желчи, и вот именно этот круг порочный, он формируется. И от качества, то есть питание, да, питание нужно регулировать, важно, но это не является критическим и единственным и основополагающим фактором, который бы запускал процессы атеросклероза. Вот это важнейшая мысль, которую мы хотели до вас донести, потому что из всех нутрициологических, извините, рупоров идет такой поток информации, что вот только питанием мы можем спастись, и вот не принимаются во внимание фундаментальнейшие главные вещи. Каноны. Но просто, знаете, обидно за тех людей, которые чисто и искренне идут и воспринимают такую информацию. Мы хотим, чтобы вы во всем разбирались. Мы хотим, чтобы вы, если что-то непонятно, спрашивали у нас. И мы бы доводили до вашего сведения то, как есть на самом деле. И это важные ключевые моменты. И в связи с этим, конечно, еще раз, сори, что я перебиваю Татьяну Владимировну, но опять же мы говорим о том, что почему нам иногда пеняют, а почему, извините, вы опираетесь на восточный опыт, а почему, есть такие, так сказать, любители квасного патриотизма, почему вы русский опыт не приводите и прочее. В связи с этим хочется сказать, что наш метод, наша конструкция отношения того, что мы делаем сами с собой, и в этом смысле то, что мы предлагаем вам, конечно, это очень мощный микс. Это очень мощный микс между восточной и западной медициной. Восточной и западной медициной. И мы стараемся, и я надеюсь, а куда мне деваться с подводной лодки, если у меня на рубке такой капитан, как Татьяна Владимировна. Мне некуда деваться. Поэтому мы будем в этом смысле продолжать работать, но мы не только уповаем на традиции восточной медицины. Но почему больше в этом смысле мы делаем акценты? Потому что они более сохранились как памятники медицинского значения. Потому что русские инструменты, русские в этом плане данные, или как их назвать, источники, они, к сожалению, были уничтожены. По различным, я сейчас не хочу в историзм подать в этом смысле, в истерику историческую, там сравнивать немецкую медицину с русской медициной и так далее, и так далее. И речь идет о прикладном значении, понимаете, как вот говорят в русском языке, хоть чертом назови, только в печку не засуй. Понимаете, по большому счету, то, что мы вам предлагаем, это то, что мы употребляем из западно ориентированных направлений и, конечно, восточно ориентированных направлений. Слава Богу, что все это совпадает и помогает. Чтобы с желчными кислотами было в составе желчи все в порядке, мы вам предлагаем фитокомплексы, Да. индивидуальные схемы. Мы предлагаем помощь печени с точки зрения и фитокомплексов, и с точки зрения снятия напряжения, и при помощи упражнений доведения биохимических процессов до их завершения.
То есть не образование вот этих токсинов, которые в большом количестве появляются, когда нам не хватает качественной желчи. Из-за того, что биохимические процессы не могут произойти до конца. Печень тогда может вырабатывать достаточное количество желчи, лучшего качества. Желчь может созревать в желчном пузыре, если с моторной функцией желчного пузыря все нормально. А мы циркадными ритмами его стараемся тренировать с вами и циркадным питанием. Занимаемся с функцией 12-перстной кишки, вот именно со сфинктером Оди. Мы сколько вам каждый раз вот этих картинок показываем. Вот посмотрите. Тонус сфинктера Оди, тонус сфинктера Оди. Сколько мы об этом говорим. То есть мы с вами по всем этим пунктам постоянно проходимся на всех наших занятиях. В какой-то степени больше, в какой-то степени меньше, но мы их затрагиваем каждый раз и постоянно это с вами делаем. Поэтому видите, какое большое количество результатов вот сейчас здесь у нас с вами в чате. И вот как раз таки это канонически, это совпадает с канонами тибетской медицины. Когда одним способом лечится много других заболеваний, или многими способами лечится одно заболевание. Понимаете? В какое из других направлений, вот назовите нам, Татьяна Владимировна, на каком из направлений других медицинских школ вы можете встретить такую вещь? Или наоборот, использование дыхания. Мы, видите, как с вами совместили? Мы совместили йоговское дыхание с аюрведическими техниками. Если вы вспомните, мы вам показывали клюв ворона, на одном из роликов вы можете посмотреть, с элементами задержки дыхания, то, что называется засовским дыханием, или изометрическая гимнастика, и так далее, и так далее, и так далее. Бескислородная гимнастика. А если вы проследите, если есть такая возможность, то вы легко можете убедиться о том, что есть система преемственности. Каждый наш комплекс, это одна из плоскостей, которая в целом формирует конгломерат. Вот обратите внимание, если доктора есть там, на той стороне сегодня, то хотелось бы, конечно, услышать гарнистов в этом плане. Потому что наши коллеги почему-то достаточно скромно себя ведут. Да, конечно, без стрессов невозможно представить себе жизнь современного человека, и мы постоянно предлагаем технологии, которые компенсируют. Конечно, это. Слово компенсация, понимаете, которое напрямую, вот посмотрите на эту картинку. Вот посмотрите на эту картинку, перстень мой указывающий. Понимаете? Вот одна из причин. Вот одна из причин. Не мне вам рассказывать или не нам вам рассказывать о том, что вы знаете прекрасно, есть способы заедания, запивания и так далее, так далее, так далее, стрессовых, постстрессовых ситуаций и прочее, прочее, прочее. Вот одна из причин. Потому что желчные кислоты не справляются с этим направлением. А различное количество, мы опять же, извините за повторение, мы много раз, Татьяна Владимировна, на эту тему говорили, что нет устойчивой. Понимаете, вот у нас на полочке в одном из наших кабинетов стоит один из наших любимых философов, не он стоит, а книжка его, Сенека, старший, у которого написано черным по белому на русском языком. Нету большего неудобства и большей глупости, чем частая смена лекарств и врачей. Понимаете? А у нас не откроешь, как сегодня замечательно сказала Татьяна Владимировна, из каждого утюга, из каждой стиральной машины несутся монодиеты, полидиеты, несутся какие-то очковые диеты и так далее, так далее, так далее. Что, Ипполит? Да, вопрос по поводу, возможно ли нормальная желчелогика при удаленном желчном пузыре. Мы Конечно, вчера уже это рассматривали, да. все картинки. То есть мы вот эту ситуацию дилатации общего билиарного протока приводим в норму нормализации функции сфинктера Оди. Вот эти картинки. Конечно, возможно, но все равно нужна нам компенсация того, что желчь не успевает дозревать.
И эти компенсации возможны. И мы их предлагаем. И мы говорим, что все упражнения наши, они способствуют этому. У нас масса участников с удаленным желчным пузырем. Пожалуйста, напишите, у кого удален желчный пузырь, и вот вы сидите, смотрите нас, и выполняете упражнения, и какие у вас результаты. Пожалуйста, напишите. Мы точно знаем, что есть такие люди у нас. Ну и мы вам предлагаем сейчас провести короткий тест, прямо сейчас, 5-секундный буквально тест на состояние печени, то есть самого молчаливого органа, чтобы понять и разобраться, нужна ли помощь печени, нужен ли детокс, застаивается ли желчь на уровне клеток печени. Вот этот один тест вы можете с какой-то периодичностью его проходить и самостоятельно делать выводы. Нужно ли заниматься, нужна ли помощь и вот в каком состоянии. Но периодичность, ее можно откалендарить очень легко, Татьяна Владимировна. Во-первых, первая периодичность — это смена сезонов. Раз. Вторая. Выходные дни больше, чем 3 дня. При этом знать, что вы себе позволили и чего-то лишнего в этом смысле. Ну, вот видите, какое количество участников, с которых... Что-то закрыть? Ничего страшного. Удален желчный пузырь, да. Да, Ольга Ивановна, знаем, да, вы с нами постоянно, вы уже избавились от столького всего многого. Просто потрясающий ваш пример, да. Вот, да. Идем дальше. Итак, у нас с вами на повестке дня тест. Что нужно сделать? Все мы с вами, я надеюсь, многие, да, находимся сидя на стуле. Вот нужно вот так, сидя на стуле, обхватить сиденье справа и слева руками. И выполнить, вот как будто мы с вами выполняем упражнение Мюнхгаузена. Вдохнули, выдохнули, задержали дыхание и на 5 секунд поднимаем, выполняем усилия по поднятию сидения стула вместе с собой. Вот давайте этот тест мы с вами выполним. Он имеет свои предусмотренные ощущения, и мы с вами обсудим их. Давайте. Поехали? Да, поехали. Вдохнули, резко выдохнули, подняли себя. Достаточно. 5 секунд Обязательно прошло. восстанавливайте дыхание. Восстанавливаем дыхание. И после того, как мы восстановили дыхание, определяем, есть ли у вас такие ощущения. Не торопитесь, профессор. У кого появились такие ощущения, предусмотренные, мы их называем. Цифры ставьте в чат. Да, цифра 1. Мурашки, покалывание в области поясницы, крестца. Цифра 2. Снятие боли в ногах и пояснице. Цифра 3. Расслабление верхнего плечевого пояса. Цифра 4. Снялись тянущие ощущения в ягодичных мышцах. Цифра 5. Снялись тянущие ощущения по задней и боковой поверхности ног. То есть имеется в виду и бедра, и колени, и голеностоп. Цифра 6. Появилось небольшое покалывание, мурашки в области икроножных мышц. Если у вас есть другие ощущения, мы также их готовы прокомментировать. Пожалуйста, укажите ваши цифры. Вот цифра 3 лидирует. Расслабление верхнего плечевого пояса. Свидетельствует. Ну, как можно как-то объяснить, как это связано? Напрямую. Предусмотренное ощущение с функцией печени. Напрямую это связано. Во-первых, это связано с тем, что включается диафрагмальное, так сказать, обеспечение движения связочного аппарата печени. Включается состоятельность и подтверждение, или наоборот несостоятельности и желчного пузыря, или желчно-выводящих протоков. Связочный аппарат печени по задней поверхности, который связан непосредственно не с брюшной полостью, а с позвоночным столбом. И далее по списку.
Так, появился шум в ушах, Да, заложила уши. да. Угу. Все сюда же, к этому же списку относится. Все, да, в этом смысле. Так. Не поднять себя со стулом в полном смысле этого слова, а выполнить усилие и как бы представляя, что вы себя поднимаете. Все это связано с определенным усилием мышечного контура. Вот. Мышечное напряжение вот такое создать Вот нужно. пишут, небольшие неприятные ощущения в области желудка. Пожалуйста, исследуйте свой желудок на предмет гастроптоза, то есть опущение желудка. Да, вот в районе поясницы легкость, это как раз... Ну, как раз это мощнейшее участие гепатобилиарной системы в обеспечении седалищных нервов. Это цифра 2. Вот. Да, это природа формирования ишелгии, это природа формирования люмбоишелгии. Да, а зевота, это, конечно же, отражает Общее состояние сосудов что... головного мозга. Угу. Вот, боль в правом ухе, ноющее ощущение в левой нижней челюсти, слева. Ну, это вообще соответствует топико-локальному расположению биологически активного канала желчи. Горечь во рту прошла. Да, вот. Это надо фиксировать. Да, и вопрос, если ничего, то труп. Нет, просто у всех Просто разные... время пройдет, вот, уважаемые коллеги, вот кто из вас написал никаких ощущений, заметьте это состояние, замерьте это состояние у себя через 20-25 минут. Исчез шум в голове. Ну. Да, то есть сосудистые вопросы достаточно серьезные. Вот очень хорошая Да? реплика. Небольшая вибрация в межлопаточной области. О чем это говорит? Это говорит о том, что внимательно отнеситесь к своему пищеводу, внимательно отнеситесь к своей селезенке, внимательно отнеситесь к своей левой почке и внимательно посмотрите на поведение сахаров. Потому что вот появление вот этих вибрационных вещей, если не диагностированы межпозвонковые грыжи на уровне 2, 3, 4 шейных позвонков и 2, 3, 4, 5 грудных позвонков, то это признаки протрузии, признаки формирования будущих грыж. Поэтому уже надо предпринимать определенные усилия. Ну вот отрыжка появилась, это вот как раз таки говорит о том, что был застой желчи, Да. и мы немножечко качнули и Но сдвинули мы эту ситуацию. достаточно качнули, потому что вот зевота и заложенность ушей это типичная в этом, как я ее называю, постдиагностическая клиника. Говорит о чем? Говорит о том, что в определенной степени есть проблемы с сонными артериями. А же вот жар в голове, жар в лице, вот буквально 2 или 3 человека Ну, написали. но это типичное поведение, воздействие задержки дыхания и минимальное количество увеличения СО2 в крови. Это воздействие на дыхательные центры, которые находятся в коре головного, в смысле в подкорковой части центральной нервной системы. Итак, Появился кашель, вот, обратите внимание на застойное явление в области желчного пузыря, если он есть, если нет, в области желчных протоков. итак, дамы и господа, у вас теперь есть инструмент вот такой, Ну вот, и вы знаете, извините, как им минут через пользоваться. 5 появилась небольшая тяжесть в области печени. Ну, тогда, наверное, как вы определяете, что это печень? Может быть, это подреберье? Но это тоже очень показательно, потому что это локализация именно печеночных дел, да? Ну и вот пользуйтесь, пожалуйста, этим Да. инструментом. И мы идем с вами дальше. Если вы хотите знать, как помочь печени, восстановить энергию, молодость, здоровье, то мы с вами переходим к комплексу упражнений Да. 7-го дня. Сейчас будем практиковать рефлекторный часть. детокс, первую часть 7-го дня и запускать новый формат обмена веществ. Комплекс имеет противопоказания.
наличие трепанационного отверстия любого хроникуса, ну то есть любого времени, высокое нынче текущее артериальное давление 180 и выше систолическое, выраженное дискомфортное состояние любого происхождения. Нельзя выполнять сразу после еды, наличие высокой температуры, это 38 и выше, и другие состояния, когда есть указания на противопоказания физической активности любой. Любой, да. Угу. Да, сейчас давайте по противопоказаниям, если есть вопросы, и ставьте в чат цифру 1, если вы готовы к выполнению комплекса. Так, ну вот видите, появляются именно эти ощущения из списка через 5 минут, поэтому вот Виктор Владимирович говорит, в течение 15-20 минут даже, вот, да, наблюдая за своим состоянием, вы можете делать выводы. Угу. Так, цифра 1 идет в большом количестве, всем все понятно. Так. Так. Кто имеет противопоказания, мы тоже сегодня об этом поговорим, но комплекс выполнять вам не рекомендуем. Чуть позже скажем, что и как нужно делать. Итак, первое упражнение – это воздействие на наши авторские точки доктор Желчь по правилу правой и левой руки. Обнаруживаем, как мы определяем местоположение точки доктор Желчь. Проводим... Пожалуйста, Виктор. Нет, только после вас. Автоил. Господи. Вертикально размещаем ладонь, проводим между этими пальцами вертикальную линию до пересечения с костным основанием большого пальца. Вот костное основание и массируем 40 секунд по часовой стрелке. Можно вот этим пальцем, можно любым предметом, который не травмирует кожную поверхность. Да, обращаем на это ваше внимание. Да. У разных людей местоположение точки доктор Желчь может отличаться визуально друг от друга. Все это связано именно с этими координатами и анатомическими особенностями. Да. Промассировали 40 секунд, правши с правой руки, а левши с левой руки. И потом, как говорит Виктор Владимирович, поменялись руками. Поменялись руками, это значит, что мы перешли на противоположную руку и воздействуем по часовой стрелке 40 секунд. Но это не тот случай, когда рука руку моет, а когда рука на руку воздействует. 40 секунд с каждой стороны. Кто закончит воздействие, ставьте, пожалуйста, цифру 2 в чат, и мы с вами будем переходить к следующему упражнению. Не манкируйте, делайте упражнение. Да, выполняйте так, как мы вам рекомендуем, и будет вам счастье. Все-таки. Конечно. Конечно. Антиспастическое счастье. Ну, представьте, избавиться от спазма любого генеза воздействием на точку доктор Желчь. Угу. Так, цифра 2. Угу. Хорошо. Следующее упражнение, упражнение без кислородной гимнастики под названием дыхание раковины. Что мы с вами делаем? Вот таким образом делаем захват пальчиками. Размещаем руки чуть-чуть выше, да, локти. Ну, под 90 градусов. Вот здесь, да, вот да. 90 градусов, да? Так, так. И что мы с вами делаем? Вдохнули, выдохнули, Виктор Владимирович. Вдохнули, резко выдохнули. И не дыша в течение 5 секунд, хлопаемся предплечьями, стараясь локти воткнуть друг в друга. Соприкосновение вот да. такое выполнить. Да, итак, поехали. Обязательно восстанавливайте дыхание. 5 секунд. Обязательно прошу. восстанавливайте дыхание.
Кто восстановил дыхание, мы с вами переходим к третьему Татьяна упражнению. Владимировна, ну, Дадим время, конечно же, Конечно, обязательно. конечно. Дождемся всех. Мгм. И перейдем потом к третьему упражнению. Так, очень важно восстановить дыхание, чтобы мозг понял, что это следующее воздействие, а не что-то подряд такое, от чего нужно защищаться. ну да. Мгм. Цифра 3. Следующее воздействие – это воздействие на точки козелка. Где находятся точки козелка, Виктор Владимирович? Вот вам Давайте. мое ухо самодвигающееся. Мгм. Так, У меня самодвигающееся ухо. Я могу вас в этом... еще поворачивайте. Вот здесь у вас буквально пальчик утопает в это место. Вот он Вот козелочек ваш. Вот он козелок, и Да. вот Сразу. точки козелка. То есть утопает пальчик. Вот так я вам Да. покажу. Да. У Точечка меня, может быть, тоже получится. у вас получится. Вот. Точки Вот. козелка. Точка парная. Воздействуем мы на нее одновременно. С двух сторон. С двух сторон. Дыхание, Вот дыхание. такими и здесь. движениями. Вот такими. В течение, Виктор Владимирович, 40 секунд. 40 секунд. Воздействуем. Аккуратненько, не травмируя кожную поверхность, со средним мышечным усилием. Внимательно, никуда не торопимся, 40 секунд. Ох, Да. мурашки побежали, побежали, побежали. Да, и должны немножечко мы с вами, буквально, ну, не знаю, минутку, полторы минутки. Ну, Да? это все, понимаете, все зависит от того, какой в данном контексте этого комплекса. Здесь можно не останавливаться, потому что следующее упражнение, оно будет подстегивать эффект воздействия на точки козелка. Чтобы у вас не возникала иллюзия универсальности, потому что точка одна и та же, но в разных роликах, в разных информациях вы можете найти, когда мы рекомендуем 1,5-2 минуты, когда мы рекомендуем до 5 минут. В данном контексте при наборе воздействия мы говорим 40 секунд с двух сторон. Итак, упражнение следующее, без кислородной Да. гимнастики. Да, вот давайте там что-то плохо или хорошо, вот сказано восстановить дыхание, восстановили дыхание, и мы переходим к следующему упражнению. Сердечные крючки на уровне солнечного сплетения. Вот. Сердечные крючки мы с вами выполняем. Захват мизинцами, вот такой. Произвольно, какая рука вам подскажет, Да, как вам как? удобно, так и соединили. Как карта ляжет, так На и будет. уровне солнечного На уровне сплетения. солнечного сплетения. На расстоянии 10-15 сантиметров. 10-15 сантиметров Да. от вашего тела. Глубоко вдохнули, резко выдохнули и, не дыша в течение 5 секунд, пытаемся разорвать сердечные крючки. Я чуть позже начала. чем Виктор Обязательно Владимирович. восстанавливайте дыхание. И вот, понимаете, запоминайте логику того, что с вами происходит. Запоминайте логику, почему последовательность этих упражнений. Обратите внимание на эти вещи. Не просто, я понимаю, что сейчас это сразу большое количество информации, но потом в дальнейшем подумайте, почему именно в такой последовательности. Почему именно в такой последовательности? Потому что очень просто. Что мы с вами сделали? Посмотрите, мы с вами свели локти, руки в локти. У нас, видите, движение, ограничение получилось здесь в верхних конечностях. А мы с вами воздействуем на что? На точки, которые напрямую связаны с аппаратом слуховым,
которые связаны с аппаратом мозжечка и которые связаны с аппаратом сонных артерий. Мы на них повоздействовали, то есть мы сконцентрировали. А потом что мы с вами делаем? Выводим, распускаем сами себя, в лучшем смысле этого слова, сердечными крючками. Что мы делаем? Подтягиваем диафрагму, усиливаем большие грудные мышцы, и приток крови свежий обеспечивает работу левого желудочка. То есть что мы с вами делаем? С одной стороны мы усиливаем систему кровообращения, а по закону Бойля-Мариота, так никто и не посмотрел, да, что такое закон Бойля-Мариота, мы с вами воздействуем на правую сторону, на печень, на составляющие тех моментов, от качества работы которых зависит сосуды наши. Это тонус, пластичность и каркасность. А теперь обратите внимание, как на этом мы еще не пришли, а мы уже сработали по форменным элементам крови. Мы сработали на качество эритроцитов, мы сработали на качество гемоглобина, мы сработали на качество нейтрофилов, на качество базофилов. То есть, что мы сделали? Передали привет селезенке. Алло, селезенка, мы помним про тебя. Вот так. Да, ну и какие могут предусмотрены ощущения быть вот после уже этой части комплекса, хотя у нас еще вторая часть с вами. Да. Увеличение слюны во рту, прилив активности или наоборот торможение, Да, торможение купирование шума, звона в ушах, улучшение качества слуха, желание почесать ушной проход. Помните, вот писали нам участники 6 дней, вот на второй, на третий день вот какие-то были ощущения, желание почесать, зуда в ушах. Вот именно это как раз говорит. У нас есть еще один ушной тест на качество желчи, но это мы уже будем в следующих занятиях это все рассматривать. А сейчас о предусмотренных ощущениях, то есть желание откашляться, субъективное ощущение увеличения ушной раковины, желание высморкаться, освободить мочевой пузырь или прямую кишку, ощущение тепла в ладонях, ощущение тепла в стопах. Но это вы по второму уже? Ну, только по первой части? Это только по первой части. По первой и второй там немножко более развернутые ощущения. Да. Так. Да, законы нам приводят. Замечательно. Так, желание почесать левое ухо в проходе. Головная боль в лобной части. Угу. Так, слюна, уши лучше слышат, зевота, слюна появилась, вибрация в икрах. Вот вибрация, Виктор Владимирович. Ну, вибрация в икрах — это продолжение морозовского балета, часть 3. Это вибрация в икрах, это как раз таки чему соответствует? Соответствует системе канала мочевой пузырь. А что у нас рядом над каналом мочевой пузырь? Тонкий кишечник, то есть мы с вами разогнали информацию энергетическую по тонкому кишечнику, а после мочевого пузыря у нас канал почек, поэтому мы дали усиление каналу почек. Вот у нас получилась вибрация. Значит, на что сразу в этом смысле надо обращать внимание? На тенденцию формирования слабости мочевого пузыря, к сожалению, или в лице слабости детрузора, или опущения мочевого пузыря. Раз. Могут быть формироваться признаки мочекаменной болезни, и у человека могут быть признаки хронической ангины, рецидивирующие, у человека могут быть больные зубы, у человека могли быть какие-то вмешательства в области или правого низа живота, я имею в виду аппендикулярный угол, это неудачно проведенная аппендэктомия. Или, к сожалению, какие-то проблемы, если женщина, это могут быть проблемы с гидросальпингитом, то есть с трубами, с придатками. У мужчин это может быть формирование пахово-мошоночной грыжи, у женщины паховой грыжи. То есть вот эти моменты надо рассматривать в контексте прикладных. Ну а вибрации в икроножных мышцах, это по большому счету, конечно, вот такие
Да, и, проявления. дамы и господа, вот предусмотренные ощущения, которые мы озвучили, кто их получил, это верный признак того, что мы с вами прокачали желчелогику. Конечно. Что мы с вами на какое-то количество улучшили ваши показатели биохимические. То есть все выполнено верно, результаты замечательные. Но можно даже по времени сказать. Можно даже по времени сказать. Вот, например, что мы сейчас сделали? Вот, и если вы находитесь во временном промежутке сейчас от 20 до 22 часов, это вы воздействуете на систему контроля вообще за организмом в целом. Если вы находитесь во временном промежутке от 18 до 20 часов, это время воздействия, время выполнения желаний, время не исполнения желаний, а время помощи перикарду, время помощи вашему мозгу на перспективу завтрашнего или послезавтрашнего дня. Если вот, например, как сейчас текущее время по Москве, это у нас вот время, которое соответствует как раз-таки мочеполовой системе. Угу. Но все равно мы прокачиваем желчелогику, потому что все это напрямую касается, какую бы мы из вопросов не взяли второй половины, да, и первой, и второй половины дня, все равно это включаются определенные элементы. Понимаете, я не знаю, Татьяна Владимировна, насколько я буду этой репликой сейчас, которую произнесу, вам мешать в контексте. Вы же, так сказать, модератор. Но я хочу сказать, что сам набор, вот обращаю ваше внимание, господа, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание. Вот смотрите, у нас 28 аминокислот и 24 желчных кислоты. Вас ни на какую мысль это не наталкивает? Может быть, какие-то кислоты еще не отмечены, не открыты. Но ровно так же, как и с точки зрения того, Вы что имеете еще... желчное в виду? Ну, Кислоты? а я как я сказал? Ну, кислоты просто сказали. Я сказал желчные. Ну, сори, может быть, даже пропустил. Ну, вот. Понимаете? То есть, вот о чем это говорит? Это говорит о том, что случайности нету. Все очень четко совпадает. А дал бы Бог бы еще, так сказать, пожить бы лет бы 25-30. Понимаете, можно, вот мы с Татьяной Владимировной все время, но нам просто, еще такого нам время не хватает, на самом деле, нас только двое, понимаете, нас два человека. Нам не хватает вот эта комбинация не по амино, а по желчным кислотам. Мы вот стараемся с сибиряками, с томчанами в Томском работать, но у нас не все получается, потому что там чистой воды не органики сидят, а мы органики, понимаете, и у нас не все совпадает. Ну и, конечно, базы у нас такой нету. Но по большому счету, конечно, мысли уже есть, и они работают вот в контексте наших препаратов, потому что в контексте наших препаратов мы построили таким образом взаимодействие каждого компонента, который, вот понимаете, вот такими вот, как вы в Австралии никогда не были? Не были вы в Австралии, да? А кенгуру видели когда-нибудь? Видели наверняка, да? Так вот я почему спрашиваю. Вот смотрите, вот есть такая штука у кенгуру, которая называется, у мам кенгуру, которая называется кенгурятник. Которая называется сумка, да, кенгурятник. Не на джипах вот эти кенгурятники, которые вот Виктор это Владимирович. Да, а вот сумка. Так вот, понимаете, вот эта сумка, она очень тесно связана с тем, что молодая мамочка, которая готовится родить маленького кенгуренка или кенгурянку маленькую, понимаете, она тренирует вот эти шаги последовательные. И вот если мы выстроим, ну я не думаю, что из меня Татьяна Владимировна будет делать кенгуру. Ну вот если Ну если очень нужно будет. Сделает, понятно, и сумку пришьет. Ну ладно, хорошо. А можно продолжать? Да, конечно, спасибо. Я пойду тогда. Дамы и господа, вопрос, вы правильный вопрос задаете. Поможет ли при атеросклерозе картавид? Система картавид, как раз таки мы ее и создали, чтобы мы с вами жили долго и счастливо.
которая поможет нам восстанавливать все 5 позиций желчелогики, которая помогает печени. И вот кому нравятся результаты, кто готов идти дальше, кто хочет, чтобы такие результаты вас сопровождали и дальше, кто ежедневно и системно таким образом хочет улучшать качество своей жизни. Мы уже представили всему миру нашу новую систему Картавит, которую обозвали королем детоксикации. Главная задача этой системы – реконструкция клеток печени. Как только вы начинаете заниматься в системе, ваша жизнь перестает быть прежней, потому что изменяется планомерно вот эти все 5 параметров желчелогики. Системно, поэтапно, целесообразно. Программа рефлекторной коррекции, которая содержит система Картавит, уравновешенность, выносливость, регенерация клеток печени – это все отдельные программы, которые длятся ориентировочно месяц. Какие-то чуть-чуть больше, какие-то могут чуть-чуть меньше, но месяц на каждую программу. Стабилизация стула. Что? Борьба с метеоризмом и вздутием. Оптимизация функций почек. Стабилизация показателей крови. Профилактика остеопороза, остеопении. Профилактика новообразований в печени и головном мозге. Профилактика новообразований в мочеполовой системе. Вот так, это что-то мы закрыли, да? Угу. Вот какие программы содержит система Картавит. Пожалуйста, обратите на это внимание. Как работает фитокомплекс Картавит в сочетании с авторской гимнастикой системы Картавит? Обеспечивает поэтапное восстановление функционального состояния органов детоксикации. Способствует нормализации тонуса и пластичности сосудистой системы. Обратите, пожалуйста, внимание. Препятствует развитию ранних метаболических изменений в организме. Защищает от развития новообразования головного мозга. Улучшает работу ферментных систем. Улучшает функцию головного мозга. Предотвращает изменения форменных элементов крови. Улучшает пищеварение, нормализует состав желчи. Способствует поддержанию мозговых обменных процессов. Поддерживает врожденный и развивает приобретенный иммунитет. Предотвращает изменения форменных элементов крови. Поддерживает функциональность и морфологию внутренних органов. Стабилизирует циркадные ритмы естественной детоксикации. Является активным антиоксидантом, стимулирует кроветворение, влияет на обмен веществ. Когда вы заказываете систему Картавит, вы получаете вот такую анкету. Почему очень важно ее не пропустить и очень важно ее заполнить? Потому что мы с нашей командой решили помочь каждому участнику системы разработкой персональной схемы приема. Все мы с вами разные, у всех у нас задачи разные. Соответственно, схемы приема должны быть адаптированы под ваши задачи. Когда вы заполняете анкету, она значительно длиннее, чем здесь на экране. Вы указываете на характер ваших нарушений, указываете задачи, которые перед вами стоят. Можете прикрепить файлы с исследованием внутренних органов или с лабораторными исследованиями, чтобы наши специалисты изучили и разработали вам персональную схему. Также вы можете запросить рекомендации, чтобы вам специалист разработал последовательность прохождения системных восстановительных курсов вообще в нашей системе оздоровительной. То есть указывайте все, что вы хотите указать. Конечно, это не должны быть какие-то длинные истории жизни,
максимально коротко сформулированы задачи. Собственно, анкета построена таким образом, что мы быстро понимаем вашу ситуацию, наши специалисты, и разрабатывают персональные схемы для вас. Это очень важный такой вот элемент системы. И вот когда вы заказываете систему Картавит, вы получаете сразу рекомендации, индивидуальное назначение по дозировкам, схемам приема препарата от нашего специалиста. Сопровождение нашего специалиста в течение всего приема препарата. Инструменты отслеживания состояния до и после применения препарата. Получаете ответы на вопросы от авторов системы, то есть от нас, докторов Картавенко. Комплексы упражнений рефлекторной гимнастики, значительно ускоряющие получение результатов. То есть эти комплексы упражнений вот сразу по 8 направлениям. И, конечно же, мы планируем... По 10. По 10 направлениям. Да. И, конечно же, мы планируем эти направления расширять. Это система, которая постоянно будет развиваться, совершенствоваться, дорабатываться. И мы таким образом планируем с Виктором Владимировичем получить вот несколько еще более совершенное, чем то, инструментарий, да, что у нас было прежде. Да, обязательно рекомендуем ознакомиться с составом, потому что фитокомплекс противопоказаний не имеет. И вот очень важно, кто имеет противопоказания к нашим упражнениям. Мы также вот по всем этим направлениям с Виктором Владимировичем разработаем программы для людей, которые имеют противопоказания к рефлекторной гимнастике. То есть для вас будут параллельно другие программы созданы, прописаны. Кто имеет противопоказания или непереносимость отдельных продуктов, которые входят в состав. Пожалуйста, ознакомьтесь с составом, чтобы понимать, есть ли у вас противопоказания или непереносимость. Если есть непереносимость, обязательно нам об этом сообщайте. И мы с учетом этой непереносимости будем разрабатывать для вас персональные рекомендации, чтобы не оставить вас без помощи. А так, конечно, противопоказаний нет. Ну, единственный вопрос: беременность и кормление грудью. Это такие стандартные вещи, которые, мы не считаем сферой своего профессионального влияния. Этим занимаются отдельные специалисты. И пожалуйста, это уже все на их усмотрение. А так, конечно, препарат Картавит и другие наши препараты очень хорошо сочетаются с любыми лекарственными средствами, и противопоказаний по большому счету практически не имеют. Это очень важно. И вот сегодня вас ждут также особые условия именно под названием «Право первой банки», оно пока еще существует. Спеццена старта продаж, которой больше не будет никогда. Да, те наши участники, которые заказы оформляли вчера, там немножко раньше, они уже увидят, что несколько условий изменились, но они все же еще продолжают быть достаточно комфортными. И вот тем участникам, которые оформят заказ и оплатят его в ближайшие дни, еще бонусом предоставляется особый новый комплекс упражнений и специальных дополнительных рекомендаций «Защитник от сочетанной вирусной инфекции». Мы знаем, как сейчас в Европе тяжело переносят, и в крупных городах в Российской Федерации также люди тяжело переносят сочетанные формы гриппа с коронавирусной инфекцией и разные штаммы гриппа. То есть достаточно тяжело проходят эти заболевания, и мы понимаем, как важна такая защита. Так вот, этот защитник от сочетанной вирусной инфекции
Это трехдневный курс, отдельный курс, который будет вам отдельно доступен на то количество месяцев, какой заказ вы выполните, сколько туда будет входить комплектов. На месяц, значит на месяц, на 3 месяца, значит на 3 месяца, на 12 месяцев, значит на 12 месяцев. Что бы с вами ни случилось, вы можете зайти в этот курс, выполнить упражнения, и там будут отдельно опубликованы самые наши работающие, самые последние достижения, фитосхемы для отдельно, если вы у себя заметили симптомы предзаболевания или так называемые преморбидные состояния, то есть когда еще это не первые заметные симптомы, а вот какие-то непонятные ощущения и недомогания, которые вам могут на это указать, что вирусная инфекция поселилась в организме, и если вы сейчас быстренько что-то тут будете предпринимать, то, в общем-то, вы можете ее быстро выпроводить, изгнать и минимизировать последствия. Отдельно там будет опубликована информация, которая будет касаться того, вот первые симптомы, вот произошло, вот почувствовалось, что нужно быстро сделать, какие фитокомплексы принять, какие упражнения выполнить, чтобы вот купировать эти состояния. И там также будут дальнейшие, там вы на лендинге увидите более подробное описание, что туда еще входит в эту систему. Я считаю, это вот потрясающий компонент, который позволит, вот помните, у нас был курс «Защита, которая всегда с тобой». Пролонгированный курс, который надежно защитил просто огромное количество людей. Это, конечно, не такой системный курс, в котором там все изменяется каждый день, но это вот система, которая достаточно, если вы ее будете применять, вы защитите себя и близких именно от этих сочетанных вирусных инфекций. Именно то, что сейчас лихорадит мир и вызывает, конечно, такую большую тревогу. Ну и предложение само по себе, оно беспрецедентно. Такого вы в мире нигде не встретите, не найдете. Просто абсолютно нигде. Вас ждут, вот даже при самом минимальном заказе, по цене одной банки недорогого БАДа, вот этот весь список вас ждет. Что именно? От 1 до даже 10, да, не 8, до 10, 11. 11 еще противовирусный, восстановительных курсов. Зависит от того, насколько вы глубоко себе можете позволить пойти в этой системе. Фитопрепарат Картавит. 120 капсул от одной банки, и там дальше больше, насколько вы можете себе это позволить. Индивидуальная схема приема, разработанная нашими специалистами. Ваша индивидуальная, персональная. Персональная схема чередования, прохождения курсов системы. Вот их там 10, даже 11 противовирусный. У вас будет целесообразная схема чередования. Я бы 11 вывесил бы отдельно, как факультатив. Флагом таким. Да. Доступ к противовирусному курсу как минимум от 1 до 12 месяцев, зависит от вашего заказа. Медицинская курация. Ответы авторов системы на ваши вопросы. То есть мы с вами будем встречаться периодически, проводить закрытые трансляции, мы будем отвечать на ваши личные вопросы, связанные с прохождением этих программ. Да. Система отслеживания результатов до и после существует, когда вы можете сравнить себя сегодняшнего с тем, которым вы станете через месяц, пользуясь вот именно этой системой. Изменения достаточно выражены. Ну вот вы видели, за 6 дней у нас с вами сколько изменений произошло. Просто огромное количество. А вы можете работать как минимум месяц, а можете сразу взять 12-месячный цикл доступа. Вы сможете участвовать в конкурсе. Что это за конкурс? Конкурс на лучший результат детокса. Вот вы сколько дней, любое количество дней вы в 7-дневном детоксе участвовали, получили интересный, впечатляющий результат, вы можете поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно прислать нам
видеоотзыв, что с вами произошло, какие изменения. И вы участник конкурса по факту того, что вы еще заказали от одной банки и больше, от одной схемы и больше в системе Картавид. Нужно выполнить заказ. Или вы, если вы его сейчас не можете выполнить, у вас должна быть как минимум предоплата. На сегодняшний день это 1500 рублей. То есть предоплата, что вы, ваше намерение, и вы планируете в ближайшие дни именно получить систему. От одной банки. Можете больше, конечно же. Это приветствуется, и изменений произойдет больше. Но мы понимаем, что у всех разные возможности. И, наконец, 10-е. Доставка от 3 банок по Российской Федерации, Почтой России бесплатно. Вот это все вас ждет. И если вас что-то еще останавливает, чтобы не принять такое колоссальное решение в своей жизни, когда вообще ваша жизнь может стать другой, измениться. И мы с вами идем к жизни без боли. Мы с вами идем к жизни, наполненной энергией, с новыми возможностями, вообще с преображением, с изменением даже внешнего вида. Много изменений происходит с участниками. Много хронических заболеваний просто там где-то за плечами остаются. И если вас что-то еще останавливает, то нам с Виктором Владимировичем вообще непонятно, каким должно быть предложение, чтобы вот оно вас не останавливало. Вот такого вы больше в мире точно нигде не встретите. Это фактически можно сказать за все эти 10 пунктов, превышение ожиданий, я не знаю по скольким параметрам. Поэтому вот наше предложение на сегодняшний день. И вот мы попросим наших администраторов разместить здесь внизу под нашей трансляцией кнопку, чтобы наши участники могли выполнить свои заказы. Давайте сейчас это сделаем. И вы можете заказать систему, только вам решать, насколько вы хотите измениться. Ну и мы, конечно же, хотели сегодня коротко поговорить о том, какой детокс предпочитают профессионалы, что это за такое, и вот буквально несколько слов об этом. Мы сейчас поговорим с вами о детоксе, о программе детокса, которую предлагаем вам пройти в нашей клинике восстановительной медицины. Как этот детокс мы организовали, что это такое, и чтобы вы немножечко понимали порядок сравнения величин, да, нашего сегодняшнего предложения и то, каким может быть детокс
в профессиональном исполнении. Ну, во-первых, это определенные даты заезда в феврале, марте, апреле. В 4-звездочном клиник-отеле 5-дневный детокс организма по нашей авторской программе. Это комплексная программа для очищения и восстановления организма по нашей авторской технологии. Да, здесь буквально несколько слов об этом есть. И какие результаты вы можете получить. Ну, во-первых, кому... Так, сейчас, минутку. Кому важно похудеть, сбросить вес, излишнюю отечность, вы это сможете сделать. Появится гладкость кожи, снимется отечность, снимется аллергичность, лицо станет светлее. Так. Голова станет более ясной. Мы почему так пишем? Потому что наши участники говорят, вот совершенно ясная голова, мысли быстрые, все так соображаю, все так хорошо. Выровняется цвет кожи лица, станут легче мыслительные процессы, появится отличное настроение. Конечно, это мы все с вами будем фиксировать в изменении и диагностических данных в том числе, по изменению функционального состояния внутренних органов. Эта программа создана для людей с нарушениями пищеварения, с желчно-каменной болезнью, заболеваниями щитовидной железы, с патологиями желчного пузыря, с аллергическими проявлениями и для людей, подверженных постоянному стрессу. Вы получаете не только полноценный отдых, но и оздоровление всего организма. Стандартная программа 5-дневная включает размещение в стандартном номере клиник-отеля на 4 суток. То есть 5 дней – это первый день заезда после 14 часов. Потом у нас идет 3 дня восстановительных процедур и 5-й день выезд до 12 часов. 5-разовое детокс-питание, которое адаптировано под вашу ситуацию. Ситуации бывают разные. К нам приезжают люди и разных конфессий со специфическими особенностями в питании. И приезжают к нам люди, которые не переносят определенные виды продуктов питания. И приезжают с требованиями только определенных именно определенной направленности. Вот говорят, я вот прохожу или такую-то диету, или другую диету, и у меня выход, он не должен быть вот каким-то слишком сильно отличающимся от того, что мне назначено. То есть много тут бывает вариаций, и вегетарианство, и веганство, и под каждую ситуацию мы адаптируем 5-разовое лечебное детокс-питание. Сюда входит экспресс-иридоанализ с оценкой функционального состояния органов, разработка и согласование плана лечения именно во время такой консультации происходит. 8 лечебных процедур согласно индивидуального плана, который мы с вами согласовываем. Занятия рефлекторной гимнастикой, мягкий рефлекторный детокс, упражнения, которые адаптированы именно к вашей конкретной ситуации. По завершении программы вас ждет медицинский консилиум с нами, с докторами Картавенко. По окончании программы, значит, чем мы с вами займемся? Подведением итогов, оценим изменения,
вы получите прогнозы, вы получите рекомендации, как поддерживать и развивать ваше состояние. Какие фитопрепараты принимать, какие курсы выполнять, каким рекомендациям дополнительным следовать. И сюда же входит консультация нутрициолога, онлайн-консультация по дальнейшему поддержанию детокс-эффекта. Цели новой авторской технологии: очистить печень, провести полноценный детокс, когда дыхание становится легким, снимаются перегрузки зрения, облегчаются мыслительные процессы, добавляются силы, вот они появляются, эти силы, и уже вы сами вправе распорядиться, куда их направить. Обновляется кожа, улучшается состояние кожи, уменьшаются проявления целлюлита, кожа становится более гладкой и бархатистой, снимаются спазмы диафрагмы, склонность к аллергичности дыхательной системы. Все подбирается максимально индивидуально. Есть у нас для этого и терапевтические различные хамам-процедуры, скрабирование, детокс-напитки специальные, эфирные масла, которые входят в состав пара, вы дышите этим паром, уходовые маски, расслабляющий массаж, каскадный физио и рефлекторный лимфодренаж проводится, ежедневные процедуры проходят. Пищеварение становится легким. Вот наши авторские блюда как раз-таки создают вот такую возможность. Дыхательная система укрепляется. Есть у нас для этого еще специальные в терапевтическом плане доработанные и сауна, и хамам, и все эти процедуры разрабатываются и подбираются для вас персонально. Бассейн с подогретой морской водой, который также улучшает функцию печени. Заставляем работать кишечник как часы, снимается тяжесть, отрыжка, изжога, бурление. Пищеварение становится легким при помощи рефлекторных воздействий под контролем опытных специалистов. Особенности новой технологии: обновляются процессы, обменные процессы печени и обменные процессы в организме в комплексе. Все тщательно планируется на основании авторских видов оценки функционального состояния организма каждого пациента. Ну и, конечно же, вы заполняете анкеты еще до вашего приезда. Мы знакомимся с вашей анкетой, согласовываем, понимаем, что это точно вам можно рекомендовать, это все вам подходит. И тогда приглашаем вас в клинику. Предварительную программу составляем, чтобы мы уже с вами время не теряли. В процессе итоговой диагностики показываем результаты и составляем программу восстановления буквально на год вперед. Эти программы у нас проходят только в феврале, марте и апреле. И вот участникам нашей сегодняшней встречи предлагаем программы по специальной цене. Для размещения вам будет предоставлен один из этих номеров. Вы видите, что мы с Виктором Владимировичем заморочились. Дизайн каждого номера свой, собственный, отдельный, индивидуальный. И вот внешний вид клиники. И вы можете по своему усмотрению, желанию именно подобрать то, что вам больше всего подходит, импонирует. И, конечно же, находиться в условиях максимального комфорта, чтобы вам было приятно, удобно, легко и вас ничего не отвлекало от главной цели. На страничке вы, конечно, увидите наше описание, отзывы пациентов. Здесь есть кнопочки, где можно больше этих отзывов посмотреть. Результаты наших знаменитых пациентов. Да, наши медицинские
лицензии, дипломы. И вот ключевой момент. Стоимость программы, если выполнить калькуляцию, обычная стоимость вот такой насыщенной программы 168 360 рублей. Только в феврале стоимость программы для участников нашей сегодняшней встречи, разумеется, кто может себе такое позволить удовольствие, 99 332 рубля. Есть программы и в другие месяцы, но там уже или скидки нет, или какая-то другая скидка. Поэтому заполняйте анкету, которую вы увидите на этой страничке ниже, и наши помощники с вами свяжутся, помогут вам эту анкету заполнить. И здесь, конечно, вот все нужно подробненько будет указать. Ну, конечно же, в акционное предложение входят именно номера версии бюджетной. Если вы хотите более комфортное для себя размещение, например, более просторный номер или апартаменты, здесь также есть возможность, и наши специалисты вам все помогут и все рассчитают. Нужно отправить заявку, и вы сможете участвовать в нашей 5-дневной детокс-программе. Именно нашими руками выполняется эта программа профессионально. Пройти 5-дневный детокс организма. Попросим наших помощников разместить под видео кнопочку. Кто хочет, сможет приехать к нам и вот получить на максимально выгодных условиях для участников сегодняшней встречи вот такое уникальное предложение, вот такое особенное участие. Итак, мы возвращаемся. Из клиники, Да. из нашей замечательной. Угу. Так. И вот сравните, конечно же, вот еще одно предложение. Обязательно препарат Картавит у нас участвует в детокс-программе клиники именно 5-дневного детокса и является обязательным условием этой нашей программы. Итак, дамы и господа, напоминаю вам, что сегодня действуют особые условия, когда вы можете заказать систему Картавит, король детокса, как мы его назвали, регенератор клеток печени, систему, которая содержит 10 различных восстановительных программ, и только ваше желание определяет, какое количество этих программ вы можете и хотите пройти, получить изменения, защитить себя от вирусной сочетанной инфекции, сложных форм, именно таких, как сейчас гуляет по планете. Да. Так, сейчас немножко вернемся. Угу. И теперь мы ждем вопросы по той информации, которую вы получили сейчас на занятии. Еще какое-то количество минут нас с вами отделяют от второй части рефлекторного комплекса, чтобы мы с вами уже завершили вот именно эту детокс-неделю. Так, отвечаем на ваши вопросы. Угу. Оплатила Картавит, где указать адрес? Обычно после оплаты автоматически на электронный адрес приходит форма, где вы заполняете адрес доставки, и анкета, в которой вы указываете свои данные для разработки персональной схемы.
Если вы не увидели или письмо попало в спам, пожалуйста, обратитесь на корпоративный WhatsApp. Вот здесь его в чате все время пишут, и он был у нас на слайдах, чтобы вам прислали повторно, или просто зайдите в почту и поищите на почте или в папке спам. Такое тоже может быть. Если вы давно не открывали на почте наших писем, то они могут попадать в папку спам. Да. Вопрос. Могу я приобрести препарат сейчас, но приступить к приему только через полгода? Конечно, вы можете получить препарат, потому что сейчас, конечно, максимальные условия. Вы видите, к какой цене это все будет приходить. Там вот на странице регистрации вся информация есть. Можете, да, срок годности 3 года, поэтому можете заказать сейчас, получить, а использовать через полгода. Это все вполне возможно. Просто вам нужно тогда будет указать, что у вас отложенный старт. И в момент, когда вы решитесь это все применять, и, пожалуйста, свяжитесь с менеджером или напишите нам на корпоративный WhatsApp, и вам откроют доступ. Так, в летние месяцы эта программа будет действовать, возможно, по другой цене. Варианты могут быть, но цена вот 168 340, ну, если к лету не увеличатся цены, ну а вообще летние цены на размещение, вы можете с ними ознакомиться, и они значительно отличаются. Но они будут меняться. Да. Можно ли купить картовид без комплексов? Мы вчера отвечали на этот вопрос. Пожалуйста, покупайте и выполняйте прием без комплексов. Пожалуйста. Так, с картовитом делаем упражнения 6 и 7 дня. Не очень понятно, что с чем вы их собираетесь смешивать и зачем. 7-дневный детокс – это 7-дневный детокс. Эта программа завершается. Она не рекомендована к самостоятельному использованию. В системе картовид существует 10 и плюс 1 дополнительная самостоятельные программы коррекции изменения своего самочувствия. Так. Картовид можно заказать, хотя бы пропить от печени, желчный удален, а возможности нет взять с упражнениями. Нет такого отдельного чего-то, то, что вы хотите придумать. Пожалуйста, давайте, есть определенное предложение. По цене той, которую вы сейчас видите, и она будет повышаться. Сейчас просто действуют правила первой банки пока что. Предложение по цене беспрецедентное. Вас ждут даже при самом минимальном заказе по цене одной банки недорогого БАДа. Посмотрите, пожалуйста, зайдите на разные сайты, которые продают БАДы. Какие там цены? Вот по цене вот такой низкой вы получаете от 1 до 11 восстановительных курсов, зависит от вашего заказа. Фитопрепарат картовид 120 капсул от одной банки и больше, зависит от вашего заказа. Индивидуальная схема приема вам разрабатывается. Где вы такое видели, на каких-либо сайтах? Доступ к противовирусному курсу как минимум от 1 месяца до 12 месяцев, также от вашего заказа зависит. Медицинская курация сюда входит. Случилось что-то, произошло, вам дают рекомендации, что делать. Ответы авторов системы на ваши вопросы. Вот где вы такое видели? Вот вы приходите в аптеку, покупаете БАДы, препараты. Какие авторы системы отвечают на чьи вопросы? Нигде, никакие, никогда. Нам с Виктором Владимировичем не все равно, какая судьба
ожидает людей, которые принимают наши фитопрепараты. Поэтому мы инвестируем свое свободное время в ваше здоровье. Ничего дополнительно платить за это не нужно. Вы понимаете, какая уникальность этого всего? Система отслеживания результатов до и после. Участие в конкурсе. Вы сможете поучаствовать в конкурсе. И можете выиграть, если первое, второе, третье место, сможете выиграть ириданализ, оценку функционального состояния. Это исследование, которое никто нигде не проводит. Нет ничего подобного в мире. А мы вам можем на этом исследовании функционального состояния ответить, если второе, третье место, ответить на 2 главных ваших вопроса. Вот что у вас по здоровью не получается. Вот вы ходите, лечитесь, бесконечные обследования, медицинские кабинеты от одного специалиста к другому, а ситуация не изменяется, только ухудшается. Вот что нужно сделать такое важное, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки и начать позитивные изменения. Мы вам об этом расскажем. Вот у кого будет второе, третье место участников конкурса, мы проведем отдельный эфир вот с такими участниками, то есть другими, кто желает узнать, что такое ириданализ, как он проходит, что это за исследование, ответы на какие вопросы можно получить. Вот мы такой отдельный эфир проведем и 2 участников разберем и ответим на вопросы. И тот, кто займет первое место, мы проведем отдельно, вот достаточно такое обширное объяснение функционального состояния. Там, конечно, не 2 вопроса, а гораздо больше мы с вами обсудим. И у вас появится понимание, что от чего зависит, что вообще первично, что вторично и на какую главную функцию организма нужно воздействовать, как ее изменить, чтобы получить целый веер позитивных изменений. Так, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Картавит поможет от камня в желчном пузыре и от жира в печени. Вот мы с вами говорили, что жировой гепатоз – это показание проходить систему. Желчнокаменная болезнь – это показание, прямое показание проходить систему. Помните, у нас с вами 5 пунктов, где и как может нарушаться желчелогика. Вот мы с вами будем целесообразно, постепенно, поэтапно проходить эти пункты в системе Картавит. Камни в желчном пузыре. Вопрос формулируется: поможет ли это от камня купировать развитие желчнокаменной болезни? Это поможет. Что будет происходить с камнями? Здесь у всех все по-разному. У кого-то камни начинают уменьшаться, у кого-то они начинают дробиться, у кого-то медленно омыляться, у кого-то камни в виде кальцинатов, и с ними уже ничего невозможно сделать, но зато снимается воспаление стенок желчного пузыря. Именно от воспалительного процесса эти процессы камнеобразования запускаются достаточно активно. Улучшается качество желчи, улучшается моторика желчного пузыря. И в любом случае желчелогика улучшается, развитие желчнокаменной болезни сначала тормозится, а потом останавливается. Качество работы печени улучшается. Желчь в печени не застаивается, начинает нормально печень работать. Вот какие изменения происходят. И опять же, только от вас зависит, насколько вы глубоко хотите поучаствовать и получить изменения. При покупке Картавита, комплекс защитника от инфекций, доступ к этому комплексу, да, будет в подарок. Это может быть не завтра, не послезавтра.
Но я думаю, что в течение недели это уже будет такая возможность. Но я бы вас упредила, не торопилась бы, а запросила бы доступ к системе, когда вы уже именно получите на руки препарат Картавид, и у вас, чтобы тогда именно пошел отчет времени, доступ в личный кабинет. То есть у нас с вами тут время есть, и если вы получаете одну банку, одну систему, один комплекс восстановительный, рекомендованный вам, то вы получаете на целый месяц доступ к этой противовирусной системе. 3 банки значит на 3 месяца. 12 банок, 12 схем значит на 12 месяцев. В личном кабинете Картавид будет? А как это понять? Конечно, в личном кабинете будет система Картавид. Обязательно. Так, интернет у вас есть? У нас супер интернет. Вот над чем мы заморочились. Да. Расскажите, Татьяна Владимировна. Ну, Или я расскажу. 200 мегабит в секунду. Хватит вам? Достаточно вам будет 200 мегабит в секунду? Так вы же не только это отметьте. Вы это Да. отметьте, то, Когда что мы строили, проектировали клинику, Да. Мы не зависим от источника. да, внешнего мы питания. думали на перспективу о том, что как будет развиваться вообще человечество, будет ли развиваться интернет, будет ли он востребован. И мы искренне верили в то, что люди смогут путешествуя работать. Для этого им понадобится качественный интернет. И у нас буквально в каждом номере есть выделенная интернет-линия. 200 мегабит в секунду. Достаточно вам? Везде интернет-розеточки есть. Мало какие отели заморачиваются, но может быть только самые современные и вот с какими-то там бешеными звездами по бешеной цене. Мы это сделаем сколько? 7 лет назад. Больше, чем 7 лет назад. 8. Мы об этом уже подумали. Да, 8. 8 лет назад мы точно уже об этом подумали. И вообще у нас все организовано, все не просто так. Все материалы гипоаллергенны. Вот я говорила, что у нас там разный дизайн, да, потому что каждому человеку хорошо совершенно в различном пространстве бывает. Вот он приехал в какой-то стандартный отель, он смотрит на эти стены, а ему там плохо, а он себя там чувствует как не в своей тарелке. Зачем? Когда есть выбор и возможности. Вот мы над этим заморочились. Если у нас уж матрасы, так у нас матрасы все ортопедические. 7-зональные, 9-зональные. 11-зональные. Ведь люди должны отдыхать полноценно, отделы позвоночника должны расслабляться и полноценно во время сна. Подушки у нас трансформируемые, настраиваемые. Мы дошли до такой степени, что производство, вот где это все производилось, они такие подушки не делали, как нам надо. И мы с ними стали общаться. А можете ли вы так? А вот так? А вот это? Вот. И у них появилась подушка, которую мы с ними авторским образом создали, которая трансформируется или подстраивается. 11-зональный матрас, представьте себе. Где вы такой найдете? Мы знаем, что человек не выспался. Все, какая с него интеллектуальная работа может быть спрошена, если можно так выразиться. Мы знаем, что многие даже путешествуют со своими подушками, чтобы высыпаться. Но зачем такие мучения, когда все можно сделать трансформируемым? И много-много чего там у нас еще всяких нюансов и по поводу воды, и по поводу вентиляции, и по поводу доставки горного морского воздуха в ваш номер. Чистого, очищенного от пыли насекомых. Это можно, конечно, бесконечно рассказывать. Словом, приезжайте, все сами увидите, узнаете.
Вот по поводу реплики. Некая Галина пишет, у многих трав срок годности 2 года. У вас такие познания в связи с чем? Это да, это с чем это связано? Вы фитотерапевт, вы знаете вообще, что есть стандартные вещи, которые связаны с ГОСТами, а есть истинные сроки Ну, я просто одну реплику скажу. жизни тех или иных трав. Понимаете, Да. в чем дело? Все наши Можно, фитопрепараты можно. прошли тщательную экспертизу Потребнадзора. Ладно. Имеют государственные Сертификат, свидетельства. паспорт. И там указано 3 года. Все, тема закрыта. Ну, это Татьяна Владимировна, это как Здесь у нас в войсках у нас говорили, мнений разных, Про- непрофессиональных, может быть, знаете сколько? проверка на вшивость. А есть профессионалы, которые ни вправо, ни влево. Стоять на месте, все. И 15 лет бейся и согласовывай. Вот 15 лет бились и согласовывали. Один препарат, 20 лет другой препарат, 7 лет третий препарат. И только по прошествии огромного количества лет и огромного количества согласований и пересогласований нам удалось создать эту формулу и представить вот то, что вы сейчас видите перед собой. Интересно, никто не задал вопрос, а как долго вы бились над этим всем? А зато сроки хранения трав у Все всех, знают, да, да? все знают, да. Ровно так же, как вот с таким тоном. А когда будет представлен противовирусный комплекс? Ну, в каком? А когда? Где он вам должен быть Если представлен? вы понимаете, вы же все равно препарат не получите через неделю, не получите. Поэтому недельку подождите, все И будет. будете Да. иметь представление. Может быть, будет быстрее, но ну, кто-то и получит. Кто приедет к нам, например, в клинику, может в руки его получить быстрее. Ну, по-всякому возможно. Вопрос Да. некой Валентины. Нужно ли соблюдать жестко режим питания и упражнения? А о каком режиме питания? Вы вообще Вам никто не слышали? говорит ни о какой жесткости. Вы слышали вообще, хоть вот за 7 дней, за сегодняшний день, за вчерашний, вы слышали где-нибудь? Понимаете, вот смысл. А теперь подумайте, почему. Потому что мы не делаем вас заложниками, мы не делаем вас больными. Вчера был единственный вопрос по поводу 5-го стола. Совмещается ли 5-й стол с картовитом? Да, мы ответили, совмещается. Но если вы до сегодняшнего дня питались так, как вы питались, то и питайтесь, пожалуйста. Только плюс картовит и другие наши препараты. Вот вопрос. Пью уросульфин. Можно? Да, пожалуйста. Урсофальк. Урсофальк. Ну, Конечно, пейте. нет Ну, противопоказаний. Вообще, кроме того, что если вы почитаете, из чего сделан урсофальк, и почитаете, из чего сделан картовит, вы увидите, а имеющий глаза да должен увидеть, каким образом, так сказать, идет коллаборация между урсофальком и картовитом. Вот смотрите, цена, да, по кнопочке перейдете, увидите там цены, которые действуют на сейчас. Вот мы с вами пока разговариваем, идут заказы. Как только закончится партия определенная, которая именно под эту акцию выделена, цена сразу изменится. Вот многие могут уже заметить, что определенные цены уже изменились. Кто, например, вчера размещал заказ. Поэтому Да. мы цену сейчас не будем называть, потому что если она вот буквально изменится даже на занятии, чтобы мы с вами не выглядели как-то странно, мы сразу вас просто об этом предупреждаем. Или вопрос, чем отличается картовит от доктора желчи? Ну, сравните состав доктора желчи и то, что... И программы, которые туда входят. Да, конечно, чем отличается? А как вы вчера говорили, премьер-министр... Татьяна Владимировна, я много вчера чего говорил, понимаете, и лишний раз могу сегодня повторить, что уникальность картовита заключается в том, что мы сделали из него короля детокса, потому что мы к нему подтянули все остальные наши препараты. И почему 10, обратите внимание, 10 программ, уникальность их заключается в том, что они все, я вчера очень конкретно останавливался на логистике, на инфраструктуре этих программ. Ну, значит, так слушали меня.
Вопросов не было вчера никаких. Курс моторика желчи можно ли совмещать с приемом картовита? Обязательно Все можно. наши системные восстановительные курсы очень хорошо совмещаются с системами, в которых содержатся наши фитокомплексы. Мы их так и создавали, чтобы это все было, работало вот так, синхронно, синергия. Вот вопрос, чему посвящен? Некий Владимир пишет, а менее бюджетная цена. Виктор Владимирович, цена Очки. чего? Очки. Чего цена? Я не знаю, что. Вот не давайте время на это не терять. Хорошо, давайте. Не тогда. указано, о чем речь. Ну что мы будем обсуждать? Так, можно оплатить сейчас, забрать через полгода. Конечно. Мы уже отвечали. Так, просто отложенный старт. Заканчивается схема панкреобилит, после этого начать схему картовит. Можно, конечно. Конечно, можно. Я больше вам скажу. Вот в той анкете, которую вы будете заполнять, там у нас с вами будут поля, какую схему вы сейчас проходите, по какой схеме принимаете, и мы можем даже эти ваши существующие схемы подработать и встроить, если есть целесообразность, туда уже систему картовит. Понимаете? Так. Упражнения будут, да, через определенное целесообразное время, на которое все рассчитано, да. Подскажите, пожалуйста, для растворения камней в желчном картовит подойдет? Да. О желчнокаменной болезни вот прям буквально я дала вот подробнейшую информацию сегодня на занятии. Конечно, да. Да. Если вы ее пропустили, значит обращайтесь к менеджерам службы заботы, и они вам то же самое расскажут. Да, приобрела картовит, и упражнения к нему дадут новые. Да, конечно. Вот эти все 10 программ, они все новые. И 11-я программа «Защитник от сочетанной вирусной инфекции» – это тоже новая программа. При розации или розация еще называют, Розация, облегчится да. состояние? Намного облегчится состояние, и у нас есть практика вот клинических исследований, пока картовит ставился на официальные рельсы, что как раз таки он очень хорошо и купирует, и предотвращает развитие розацеи. Потому что немногие, к сожалению, даже наши коллеги, узкие специалисты, дерматовенерологи, дерматологи, косметологи, до конца себе представляют механизм развития розацеи. А механизм развития розацеи связан с так называемым флотацией так называемой кожной желчи. Так называемой кожной желчи. И вот даже уже сама локализация розацеи очень о многом говорит. Розацея левой стороны это одно, мы сейчас не будем, Татьяна Владимировна мне потом шею нам будет за развернутые ответы, поэтому я не буду разворачивать в части розацеи ответы. Как избавиться от шума в голове? Привести в порядок. Картовит поможет? Конечно, конечно. Есть специальная сосудистая схема. Мы же только рассказали, Да. показали на это. Полипы в желчном могут исчезнуть? Хороший очень вопрос. Нужно провести консультацию, потому что мы не знаем о вашем течении, о вашего полипы. Это течение полипозное, или они полипы единожды были диагностированы, а потом вы не знаете, как они себя ведут, и через запятую клинические проявления полипоза в желчном пузыре. Это тоже надо иметь в виду. Но то, что... Потому что полипы, извините, Татьяна, потому что полипы, сами по себе, задумайтесь, почему появляются полипы. Вот кто-нибудь ответит из вас, почему появляются полипы? Вот подумайте, почему появляются полипы. Если не хотите думать, я вам отвечу. Полипы – это компенсация со стороны центральной нервной системы, восполнение недееспособности тех или иных органов. Полипы в кишечниках, полипы в желчном пузыре – это как раз таки яркая иллюстрация нашего вот этого тезиса. Поэтому исчезнут или не исчезнут, если они уже стали, так сказать, вашим альтер-эго,
Если они уже стали вашим альтер-эго. Это опять же зависит от хроники течения этого состояния. Сколько вам лет на сегодня, где вы живете, характер питания. А так вот на счет 3 сказать, а ну-ка скажи ко мне, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром? Нет. Папиллома убирает картавит? Ну, Конечно. папиллома это вирус. Папиллома вирус человека. Поэтому схема персональная и пожалуйста. Чтобы для вас это не звучало, что я отвечаю конечно, конечно, конечно. Почему? Потому что, ну, или мне каждую позицию нам, Татьяна Владимировна, вам каждую позицию надо объяснять. Что такое папилломавирус человека, как картавит на него влияет, какие коллаборанты нам нужны к картавиту в этом смысле, какая локализация папиллом, их характеристика, их сезонность, несезонность и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем дело, понимаете? Угу. Да, по поводу написали на WhatsApp, ну написали, подождите, пожалуйста, немножко подождите, закончится занятие. Да, и получите. Да, и модераторы, вот наши помощники, которые сейчас работают. которые заработают сейчас в чате, они займутся вашим вопросом. Все? Так. И все же, без покупки картавита можно получить анкету и получить персональную схему упражнений, данных нам в эти 7 дней. Я вообще не понимаю, почему каким так образом такие мысли приходят в голову. В голову приходят. Да. Вот с чем, как, почему и зачем. Вот просто, хоть убейте меня, и я не пойму. Не надо, Татьяна. Не надо так, не надо. Не надо так говорить, я очень серьезно говорю, не надо. Хорошо. А почему такие мысли приходят в голову, я вам потом объясню. Хорошо, Виктор Я Владимирович, вам давайте потом не объясню. будем углубляться. Есть очень хороший продукт, который называется халва. Вот если люди знают, от чего производит слово халва, то вот отсюда и история природы появления вот этого вопроса. Вот и все. Можно сразу внести оплату или нужно сделать предоплату? За что? Во-первых, вопрос. Если вы имеете в виду систему Кардавит, вы можете оплатить ее сразу, а можете внести предоплату, если вам понадобится, возможно, там Да, пролонгирование на следующий день и возможность доплатить. Пожалуйста, это можно сделать. Да. Если имеется в виду посещение клиники, то прежде чем решать вопрос с предоплатой, нужно решить вопрос, подходит ли вам программа восстановительная, нет ли у вас противопоказаний, а только потом решать вопрос с предоплатами, там как и что и все. Понимаете? С хорошего русского Если слова все нормально, все согласовано, проблем нет. там есть небольшой процент предоплаты, вы фиксируете, резервируете номер, резервируете наше время для вас и, пожалуйста, приезжайте. С кондачка эти вещи не делаются. Хорошее русское слово, с кондачка. Вот. Не смогла оплатить заказ, можно завтра. Можно завтра. А схема, как принимать, будет? Конечно, я вам даже показывала анкету, которую не нужно игнорировать, а нужно заполнить. И тогда у вас будет персональная схема приема. Да, какое-то количество дней эта разработка займет, потому что, конечно, огромное количество заявок. Ну, это естественно. Немножечко подождете, и у вас будет персональная схема. Целеустремленные труженики, да, не то слово. Бояться ничего не надо по поводу того, что начнет двигаться камень. Татьяна Владимировна, вам Да. настолько... Камень в почке, да? Вы об этом отвечаете? Да. Угу. Татьяна Владимировна настолько вам разжевала, пока я выходил, но я там слушал за дверью. Но я не знаю, это студентам так разжевывают. Так. Картавит сочетается с другими препаратами. Конечно же, обязательно сочетается и с нашими препаратами, и с другими, которые вы, например, принимаете. Обязательно сочетается. И упражнения сегодня. Сколько банок нужно при онкологии? Ну вы же понимаете, что такое понятие онкология. Заполняйте анкету, нам тогда будет понятно, и конкретно мы вам ответим.
Это же какой размах вопроса? Фитосхема входит в стоимость препарата? Входит. Упражнения сегодня еще будут? Будут. И входит. Если картавит взять, упражнения бесплатные, конечно, это Ну, входит в эту систему. Ну только же ответили вам, Так. уважаемые коллеги. Не придется ли вставать в 7 утра для обязательно... время упражнений. Ну, обычно, там, если в 7 утра, то мы указываем с 7 до 9, там мы промежуток двухчасовой указываем. С одной стороны. С другой стороны, если уж вы никак вы в этот промежуток не попадаете, уникальные всё равно в другое время. уникальные белые люди, вы понимаете? Уникальные белые люди, которые приходят за здоровьем и задают вопрос, а не придется ли вставать в 7 часов утра, чтобы сделать упражнение, которое нужно вам? Понимаете? Понимаете? Чтобы потом не было надписи на одном месте: спи спокойно, дорогой товарищ. Это просто потрясает. Ну, если множественное... Китайцу скажешь, встанет в 4 часа утра для того, чтобы выпить 3 капсулы, он встанет на 15 минут раньше. Ну, есть понятие будильник-терапия. Да. Ну вот, выполняют все восточные Значит, люди. не пришел еще петух ваш жареный. Так, Понимаете, чтобы Виктор Владимирович, поклевать вас. Да, что если множественные полипы в желчном пузыре, Да. можно ли применять этот препарат? Обязательно. Нужно. При панкреатите можно? Нужно. Нужно. Если анемия, картавит можно принимать? Нужно. Обязательно. Потому что природа анемии вторична по отношению к поведению желчных кислот. Это и ферментная система, которая картавит, как король детокса, стабилизирует и оптимизирует. Зрение исправляет малыш 2,5 годика. Ну вы такой вопрос задаете, Ну, серьезный, глубокий, в нем нужно разбираться. Это как минимум индивидуальная консультация. Чтобы мы вам ответили, можно ли что-то сделать в принципе. Вот сначала такой а вопрос потом, надо что вы ставить. подразумеваете под зрением у малыша в этом возрасте, понимаете? Ну, как-то, извините меня за тональность, но вы как-то включаете мышление свое. Индивидуальная консультация. Только через это можно вам ответить на ваш вопрос. Как выводить кальцинаты из селезенки? Ну, Какие, сколько, в каком Конечно. возрасте, с какими сопутствующими диагнозами. природа этих Вот, кальцинатов. понимаете? Чтобы вам ответить. Противовирусный комплекс новый? Новый. Нет, это не за 5 дней активизирует защиту от гриппа. Это новый при сочетанной вирусной инфекции. Той, которая сейчас лихорадит крупные города и в России, и в Европе, и достаточно сильно. Так, мелкодисперсную здесь в желчном пузыре можно убрать картавитом? Конечно, можно. Отправка в Польшу. Не готова вам сейчас не сказать. знаю. Не готова. Не знаю. может, Это вот с менеджером все нужно обсуждать. Как там ваша Польша на нас реагирует, мы не знаем в этом смысле. С жителями ДНР, конечно, работаем. Грибы тоже убирает. Какие грибы? Вопрос. Протокол Понимаете? хотя бы один ваших мицелиев посмотрите, где у вас высели, где у вас грибы, в миндалинах, во влагалище, в ушах, в кишках, где обнаружены грибы. Тогда мы вам ответим. Когда обоняние отсутствует после ковида в течение года, картавит улучшит состояние? Надо смотреть и проводить диагностику. Потому что лично Если это функциональные нарушения, а не органические, Да. то, конечно же, справится. Потому что надо исследовать функцию головного мозга. Я бы сразу взялся за МРТ головного мозга. Если в течение года не восстанавливается обоняние, значит надо отслеживать все мозговые процессы в этом смысле. Состав картавита, вот кнопка «Заказать картавит», там сайт или по завершении трансляции вам будет доступен сайт, и там подробно расписан каждый компонент. Прям подробно его действие. Ну не успеваем мы с заявленными вопросами. Ну а как Да. вы считаете? После предоплаты 1500. Сколько? 2 суток.
Татьяна Владимировна, давайте или Так. как-то Окончательно. на самом деле что-то. По теме сегодняшнего, когда инсулинорезистентность, пока ничего не сказали. Скажем обязательно. У нас сейчас на повестке дня завершение 7-го дня. И скажем по поводу инсулинорезистентности. Так. Если количество банок до заказать, анкету дополнительно не нужно заполнять, если вы ее уже заполнили. Так. Сделала предоплату для картовита, где указать, что для этого препарата. В анкете, которая вам придет автоматически. Если вдруг не пришла, пишите на корпоративный WhatsApp. Закончится занятие, вам помогут. Так. Вот то же самое с адресом доставки. Вопрос о программе упражнений без приобретения картовита от сельского пенсионера, соответствующей пенсии. И это грустно. Грустно не усваивать ту информацию, которую мы даем. И бесплатно, и за копейки. Вот эта информация за копейки. 10 пунктов. Какая бы пенсия ни была. Понимаете? Нужно не грустить, а действовать. И тогда найдутся выходы и возможности. Жир в печени, картовит поможет? Поможет. В Норвегию высылаете? Ну, есть у нас там люди, которые заказывали из Норвегии. Да, я не знаю, как сейчас доходит, но в Европу, в Америку, Почтой России, к нашему удивлению, стабильно, нормально доходит. Как присоединить к другим препаратам? Заполняйте анкету и присоединим. Как оплатить с какой-то страны? Есть для этого решение. Пожалуйста, фиксируйте заказ, и наши менеджеры вам помогут. Как лучше, доктор Жеж вместе с картовитом или лучше отдельно? Кому-то вместе, кому-то отдельно. Все персонально, у вас есть такая возможность получить персональные рекомендации. При гемангиоме печени картовит подходит ли? Ну, в зависимости от тех задач, которые вы ставите по гемангиому в печени. Это опять же консультацию надо проводить. Заполняйте анкету, посмотрим. Понимаете, вы задаете такие вопросы, которые, ну, вот за 10 минут, мы же не проводим индивидуальную консультацию с вами. При аденоидах у ребенка 5 лет какие ваши препараты можно? Можно все, но нужно ли все? Заполняйте анкету, заказывайте хотя бы одну банку картовит, и вам дадут рекомендации, что нужно, что полезно и как правильно. Ребенку 2,5 года можно картовит? Конечно, можно. Кандиду в кишечнике убирает комплекс. Ну, подобрать можно то, что убирает, конечно. Итак, теперь у нас все 6 препаратов в наличии. В каком случае они будут работать более эффективно? Все 6 дополняют друг друга или все-таки как-то иначе, группируя между собой, учитывая множество проблем в организме? Учитывая множество проблем в организме, которые вы указываете в анкете, и схема будет рекомендована нашими специалистами. На месяц взяли схему, значит на месяц, на 3, значит на 3 месяца, больше, значит больше. Так. И как раз таки вот такие пролонгированные программы, это даже не с точки зрения маркетологии, а с точки зрения того, как организм будет реагировать. Конечно, когда есть возможность, мы всегда говорим. Анемия, рассеянный склероз, улучшения будут. Потому что если мы говорим с точки зрения детоксикации, с точки зрения восстановления охранных функций печени, то, конечно, и анемия, и рассеянный склероз, они все сопровождаются и сопровождают, и вызывают дополнительную интоксикацию, дополнительную токсичность организма. Конечно, картовит эти вопросы с компаньонами будет очень хорошо решать. Но в каждом конкретном случае это надо рассматривать индивидуально. Как сделать отложенный старт? Написать на WhatsApp. Хочу отложенный старт. Ребенку 6 лет можно? Можно. Да.
И, кстати, в контексте рассеянного склероза на фоне анемии, это было бы замечательно, если бы вы приняли решение и посмотрели, как будет купироваться рассеянный склероз. Это как раз таки возвращаясь к началу сегодняшней нашей с вами встречи, когда мы говорили о механизмах формирования атеросклероза, и помимо элементарного фона мы говорили еще о рефлекторно-нервном обеспечении или о желчно-нервном обеспечении. Вот это прямая иллюстрация, как недостаток крови, недостаточность функционала крови отражается на формировании рассеянного склероза. Вот это прямая взаимосвязь. А посередине находится желчь, желчный пузырь. Так. Итак, мы с вами постепенно подошли к моменту выполнения второй части сегодняшнего комплекса. Продолжаем сегодняшний комплекс. И немножко для вас будет такое новшество. Здесь будут воздействия, которые раньше мы с вами никогда не выполняли, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Максимально внимательны. Максимально постарайтесь сконцентрироваться, потому что это очень важно с точки зрения диагностических проявлений в виде предусмотренных ощущений. Очень внимательно слушайте. Итак, пятое воздействие. Да, цифру 5 мы ждем вот максимально в чате. Ну, у нас с 90-летними и чуть постарше есть опыт работы, поэтому... Да, цифра 5. Вы меня имеете в виду? Так, воздействие на точки подкозелковой вырезки. Да. На мне показывайте, Татьяна Дина. Только, пожалуйста, соправо и аккуратно. Да. Ой, мои ухи. Вот козелок. Спускаемся вниз. Вот здесь находится подкозелковая вырезка. Вот прям под хрящиком сразу. Сразу под хрящиком палец немножко утопает. Под хрящиком. Воздействуем одновременно с двух сторон, Виктор Так Владимирович. точно, да. Одновременно с двух сторон воздействуем. Там такие Массажными движениями. подхрящевые ямочки. Сразу хочу упредить вас, уважаемые коллеги, По сколько секунд? что точки достаточно болезненные. Достаточно болезненные. Потому что они очень специфического воздействия. По 40 секунд. 40 секунд Да, одновременно. одновременно Да. вот такими движениями. Да. И действительно, вот какие-то ощущения такие, что действительно не разговаривать не хочется, а вот уйти немножко в себя. Татьяна Владимировна, вы, как всегда, понимаете, ваша гениальность и в этом смысле проявляется. Вы знаете, что с точки зрения великой школы великого господина профессора Конфуция, воздействие на эти места относится к направлению глубокого раздумья. Да. Это были специальные точки, которыми пользовались преподаватели, пользовались стратеги, пользовались чиновники. Ой, сколько много ощущений, Да. просто вот разливается Да, везде. вот обратите внимание, каким образом начинает сосудистое ползание по лицу. Вот это... Не только по лицу, но и по рукам, по спине, по верхней части головы, по лицу. Вот просто таких много очень предусмотренных ощущений. Да. Но вот немножечко нужно, конечно же, чтобы они успокоились, да, Виктор Владимирович? Эти Ну, ощущения? есть практика, надо посчитать до 56. Мгм. Вот, посчитайте, уже как-то время мы пропускаем. Прежде чем приступать к Да, следующему, да? да. Но я скажу, Мгм. когда это можно будет делать. Я специально одел сегодня такие часы, чтобы хронометрировать.
Можно в следующее, да? Можно. Мгм. Ста- Шестое упражнение. Стартуйте, да. Мы сегодня с вами выполняли упражнение Мюнхгаузена. Мы с вами поднимали сиденье стула. С собой. А сейчас нам нужно с вами стул захватить сзади себя. Вот такой захват. Выполнить сзади руками за спинку стула внизу. И вдохнуть, выдохнуть и выполнять усилия по подъему этого стула вместе Это собой. даже не подъем, это скорее отрывание спинки. Это скорее отрывание спинки. Обхватили сзади Да. спинку стула пониже. Вдохнули, резко выдохнули. Да. И вот опять фиксируйте себя на тех ощущениях, которые вы поймали, ощутили после пятого упражнения. И вот обратите внимание, как ощущения после пятого упражнения сейчас начинают усиливаться вот этим шестым упражнением. Потому что тепло, которое вы получили после пятого упражнения, оно начинает входить глубоко. Если даже ориентирами брать на какую глубину, то вы можете очень четко свою радужку разделить, свое глазное яблоко так вот разделить пополам, и тепло заходит вот сюда. Вот сюда заходит тепло после упражнения Мюнхгаузен 2. И вот обратите, с чем это связано. Что у нас здесь находится? У нас здесь находятся гайморовые пазухи. А если мы посмотрим, как гайморовые пазухи у нас, на что они имеют соответствие, то помимо входа в ухо, у нас вот здесь за ухом, находится так называемая стилетная кость. Косточка. Вот эта стилетная косточка, можете атлас анатомически открыть и посмотреть. Вот эта стилетная косточка, чего мы с вами добиваемся? Стабилизации системы, которая депрессирована и вызывает вегетососудистую дистонию. То есть, что мы с вами контролируем? Центры медиоактивности. Это очень важно с той точки зрения, что чем мы становимся старше, а в контексте сегодняшней информации оказывается, что ничем мы становимся старше, а это связано со стрессом и постстрессовым хвостом, у нас каротидные синусы, которые находятся на сонных артериях, часто начинают давать сбои. Формируют так называемые вторичные мигрени, погодные или сезонные вторичные мигрени. Так вот, воздействие именно в этом комплексе, вот это стул и далее по списку, усиливает у нас, компенсирует недостаточность вот этих приемников по контролю внешних изменений давления. Я понятно выражаюсь? Да, и попутно восстановили мы дыхание. Да. И седьмое воздействие. Седьмым воздействием на точке доктор Желчь мы завершаем нашу с вами неделю детокса. Пожалуйста, по 40 секунд воздействуйте по правилу правой и левой руки. Ой, сколько там сейчас, ой, сколько. И завершаем. вот это, ради 3 вот этих упражнений, мы 1,5 часа сидели, ждали. Да что... А сейчас посмотрим, какие у вас будут предусмотренные ощущения. Вот. Дело не в количестве, а в получении качественных изменений. Да, мы с Татьяной Владимировной как яркие представители old school, прошедшие все этапы аспирантских учений, прекрасно знаем и помним, что такое диалектический материализм. И в связи с этим мы, как марксисты-ленинцы, приветствуем переход количества в качество. Итак, мы с вами выполнили комплекс, направленный на купирование головокружения при резком вставании, резких поворотах головы вверх, вниз, вправо, влево, шум, звон в ушах. Вот на это было все также направлено. Онемение пальцев рук, ног, необходимо сделать глубокие вдохи, онемение в области поясницы, зуд в области макушки головы, в области половых органов, заднего прохода.
ощущение немотивированного или холода, или жара в теле. Вот на все это, эти все сосудистые проявления был направлен сегодняшний комплекс. Ну и предусмотренные ощущения, опять же, увеличение количества слюны во рту, изменение вкуса во рту, резкий прилив активности или наоборот торможение, процесс торможения, купирование шума, звона в ушах, улучшение слуха, желание почесать ушной проход, ощущение увеличения ушных раковин, ощущение мурашек в верхних конечностях, в верхнем плечевом поясе, в поверхности головы, лица, шеи, желание откашляться, желание высморкаться. Может появиться желание, неукротимое такое, настоятельное освобождение мочевого пузыря или прямой кишки, ощущение тепла в ладонях, ощущение тепла в стопах. Вот все эти ощущения в области покалывания, в области даже заднего прохода. Вот эти вещи могли с вами происходить, и они нам как раз дают информацию о том, во-первых, что наша сосудистая система нуждается в помощи, а во-вторых, что мы ей эту помощь оказали. И теперь в этом контексте, уважаемые коллеги, обратите внимание, насколько заявленные предусмотренные ощущения связаны с железистыми изменениями в нашем организме. У женщин это проявление эндометриоза, у женщин это проявление опущения матки, выпадения влагалища, развитие миом различной локализации. У мужчин это идиопатические, то есть беспричинные простатиты с развитием аденом и гиперплазий предстательной железы. А если мы смотрим в контексте сосудисто-лимфатического нервного обеспечения, то это как раз таки связано с тем, как ведет себя активная брюшная аорта, как она ведет себя в области бифуркации, то есть разделения на подвздошные свои части. А теперь представьте себе правая подвздошная артерия, где у нас собака порылась с точки зрения остеопороза, остеопении справа. Слева это у нас мегаколон или долиха сигма. Это у нас опять же левосторонний остеопороз и остеопения. И далее по списку. Вот, обращайте на это внимание. Итак, дамы и господа, обещанный подарок. Несколько слов о диабете, инсулинорезистентности. И будем обсуждать ваши предусмотренные ощущения и их значения. Итак, варианты терапевтического использования детокс-супа похудейка при сахарном диабете. При сахарном диабете первого и второго типа в данном контексте, почему мы объединили эти два состояния, невзирая на то, что по своему механизму они достаточно различны, заключается в том, что и в одном и в другом случае идет так называемое увядание или депрессия ферментных систем. Поэтому для того, чтобы у нас сосуды продолжали быть максимально эластичны в состоянии тонуса и не теряли свою каркасность, вот мы предлагаем в системе сахарно-диабетических состояний применение новой редакции супа похудейка хотя бы 2-3 раза в неделю. Ну и, конечно, при контроле сахаров и смотреть, понаблюдать, каким образом суп может в этом смысле воздействовать, помогать стабилизировать динамику, положительную динамику вашего состояния. Да, можно немножко разнообразить, допустим, составляющую бобовую. Это может быть чечевица, чечевица может быть разная. Это может быть фасоль, фасоль может быть разная. Что еще можно в качестве разнообразия, если мы рекомендуем это вот блюдо для постоянного использования, чтобы оно было немножко все-таки поразнообразнее чуть-чуть? Ну, очень хорошо. Мне, например, лично нравится, можно вместо чечевицы вводить гречку.
Так. Можно на фоне чечевичной составляющей делать гречишные блины. Можно делать гречишные пампушки. Можно делать блюда закусочные из гречишного плана, вот из гречки в этом контексте. Можно увеличить количество сельдерея. Не то, что Екатерина Викторовна заявляет, а советует, но как бы усилить массу вот этих вот овощного свойства для того, чтобы усилить моторику и перистальтику тонкого и толстого кишечника, То есть потому что... густой такой. Можно я закончу? Да. Потому что в случае первого и второго типа сахарных диабетов, конечно, моторика очень часто страдает. И перистальтика в связи с этим бывает замедленная. Поэтому для того, чтобы создать некий эффект такой легкой метлы, легкого веничка для кишечника, вот пойти в этом направлении. Ну и потом в этой части, конечно, можно и тыкву вводить, и морковь вводить, и все то, что имеет из овощного плана такой достаточно характер почищающий кишки, можно все это вводить. Но экспериментировать по большому счету, мне кажется, нет смысла, потому что указания достаточно конкретные. Ну и что в плане использования системы Картавид мы можем рекомендовать, какие программы В первую и очередь целесообразность именно да. при сахарном В диабете? первую очередь это первая программа, это выносливость. Вторая программа это регенерация клеток печени. Третья программа это остеопороз, остеопения. И, соответственно, в связи с этим, если мы возвращаемся к программе или подходим к программе профилактика новообразований печени, что здесь надо понимать то, что зачастую при сахарном диабете, особенно второго типа, очень часто развиваются гемангиомы и кисты именно в области печени. Именно в области печени. Ну и, конечно, страдает система выделительной функции со стороны мочевого пузыря и почек. То есть вот, пожалуйста. И когда вы берете последовательно несколько программ, опять же нужно понимать, какие сахара, как они себя ведут. Это все можно указать в анкете. Какая давность заболевания, какие препараты вы принимаете. Все это можно проанализировать и выстроить определенную хронологию поэтапных изменений. Преемственность. Выстраивается так называемая клинически-диагностическая преемственность. То есть, если сахарный диабет, то сосудистые изменения, хотите вы не хотите, они происходят. Во-первых, их нужно компенсировать. Мы предлагаем их компенсировать с точки зрения улучшения желчелогики и улучшения, прежде всего, функций печени. И в этом плане очень важно понимать, уважаемые коллеги, что как раз таки основные страдания, я подчеркиваю, которые вызваны диабетической стопой или реализуются диабетической стопой или сухой гангреной диабетической, конечно, это недостаток коллагена и эластина. И опять мы с вами возвращаемся к чему? К восстановлению полноценной регенерации клеток печени. Потому что о какой полноценности, извините за тавтологию, регенерации клеток печени может быть идти речь, если общий токсичный, высокотоксичный план. То есть сами гепатоциты работают на одну, если не треть, то на 1/5 от своего регенеративного ресурса. И представляете, восстанавливая это все, каких результатов вы можете добиться? Конечно. Вы можете вообще стабилизации сахаров добиться. Но опять же, это вопросы, которые касаются сразу многих вопросов. Тяжести заболевания, давности заболевания, поведения сахаров. То есть у всех все по-разному. То есть что-то здесь сказать однозначно и гарантировать просто нельзя, и нужно рассматривать каждую ситуацию в отдельности. Каких результатов мы можем добиться? Ну и в связи с этим, конечно, как дополнение или с новой строки, конечно, возвращение или скорее присоединение к инсулинорезистентности. То, что сейчас стало, к сожалению, общим местом, сейчас этой страшилкой, пугалкой, как когда-то детскими стишками, ужастиками пугали взрослых, дети, а не наоборот, то вот сейчас
напрочь налево и направо всех пугают инсулинорезистентностью. А вы всегда, уважаемые коллеги, помните, пожалуйста, о том, что реактивность сахаров это не всегда инсулинорезистентность. Что реактивность сахаров это не всегда развитие сахарного диабета. Но уже показатель того, что есть жировой гепатоз, это первый признак того, что да, инсулинорезистентность вошла семимильными шагами в ваш организм, в ваше здоровье. Поэтому ее надо останавливать, инсулинорезистентность. И опять же через что? Опять же через вот эти программы, которые перед вами 5 направлений да. желчелогики. Вот Да. то, что мы вам сегодня показывали. Да, рецепт детокс-супа, он есть в личном кабинете и доступен, и будет доступен там еще дополнительные терапевтические рекомендации по его лечебному использованию, по расширению именно рецептурной его базы. А рецепт, который мы опубликовали вот на этой неделе, он как раз-таки на YouTube-канале доступен, но это как бы один вариант, а именно как его применять, эта информация будет доступна в личном кабинете. Реплика со стороны Надежды. Можно ли чем-то заменить сельдерей после его применения 2 дня? Отрыжка сельдереем, диабета нет. Но мы же не говорим о том, что он применяется только при диабете, а то, что идет отрыжка сельдереем, я хочу сказать, это очень хороший диагностический показатель, указывающий на то, что вам начинается в некой степени, уже начинается угнетение определенных желчных кислот. Если вам это неприятно, если вы не хотите перебороть это состояние, потому что сельдереем желчный пузырь надо тренировать. Пожалуйста, можете вводить белый корень, можете вводить фенхель, можете вводить спаржу, можете вводить артишоки. Но это опять же, понимаете, не говорит о том, что одно другое заменяет полноценно. Потому что сельдерей в данном контексте это максимально эфир содержащие растения, максимально. В контексте пользы для желчного пузыря. 2 место занимает фенхель, 3 место занимает укроп. Но просто я хочу сказать, что в отношении любимая тема твоя, достаточности и необходимости. Необходимости и достаточности. Необходимости и достаточности. Значит, 1 часть сельдерея это 4 части фенхеля. 1 часть сельдерея это 7 частей укропа. Ну, сами посчитайте, посмотрите. Итак, дамы и господа. Хлопни меня по спине, пожалуйста, что-то я сделал упражнение. Итак, наступило время. Спасибо большое. Обсуждать предусмотренные ощущения 7-го дня, которые дадут нам важную диагностическую информацию. То есть то, что вы писали выше, немножечко нужно сейчас прислушаться, именно сейчас прислушаться к своим ощущениям, и если вы хотите получить пояснение, то их написать, те ощущения, которые у вас сейчас. Да, 7-дневный комплекс никак часто не выполнять, мы его не рекомендуем для самостоятельного выполнения. Это серьезнейшая развернутая система, многокомпонентная, которая требует наблюдения со стороны специалиста. Реплика по поводу оливкового масла. Уважаемые, не морочите нам голову. Вы видели, какое количество? Мы живем в деревне Небуг. У нас этого масла различных, экстра вирджин, того, всего, 5-10, знаете, как в старой доброй пресне, как гуталина на обувной фабрике. Не нужно морочить голову. Так. И дорого, и не везде есть и недорого. Надо только искать. После упражнений второй части сегодняшнего дня вибрации по всему позвоночнику, усилился свист в ушах, ощущение расширения пазух, носа, слуховых раковин. Наличествует шейный остеохондроз. Какую программу для картовита использовать? Мужчина 45 лет. Во-первых, уравновешенность. Во-вторых,
оптимизация функции почек, и в-третьих, регенерация клеток печени. Так. Озноб в спине сразу после 6-го упражнения. А подождите, мы сейчас обсуждаем не сразу после 6-го, а мы обсуждаем после 1-й и 2-й части, и не сразу, а вот спустя определенное время. Давайте только так, хорошо? После выполнения даже 1-й части комплекса 5-кратно расслабился кишечник. Ну вот это мы указывали на это. Мы указывали на это, что такая динамика имеет место быть. О чем это говорит? Это говорит о мощнейшем спазме в области луковицы и 12-перстной кишки. И у меня такое впечатление, что где-то есть рубцевание в области или спаечная болезнь в области удаленного аппендицита. Если аппендицит на месте, значит признаки хронического аппендицита. Да что же у меня... Да. Или наличие... Нет, не хочу, спасибо. Или наличие спазма вот в любимом месте Татьяны Владимировны, сфинктероводи. И спаечная болезнь где-то есть после немой язвы или луковицы 12-перстной кишки. Да, может быть. Или гастродуоденит запущенный. Так, шум в ушах прошел, легкость, бодрость. Это как раз таки те предусмотренные ощущения, которые дают нам понятие того, что, во-первых, сосудистая система нуждалась в помощи, Конечно. во-вторых, мы ее оказали. Да. То есть вам вот нота бене, сосудистая система, нужно заниматься обязательно. Так, 7 дней с вами, такое ощущение, что я спала раньше, а как проснулась, ничего не болит и хочется много сделать. Это отсылка к Александру Сергеевичу Пушкину. Это там 7 богатырей, спящая царевна и так далее, и так далее. А если говорить серьезно, то на самом деле вот сама ваша реакция, что вы спали, значит, в каком состоянии находились железы внутренней секреции? В состоянии, как компьютер. Переведите в состояние сна. Он все помнит, он все знает, багаж знаний есть, баты, килобаты, килономы есть, а Лопе де Вегас, своей вечной собакой на сене, живет и побеждает. Вот мы собаку погнали с сена, Лопе де Вега оживили, теперь перейдем к Сервантесу. Виктор Владимирович, Да. вы в части рекомендаций можете что-то дать? Что-то дать? Да. Сейчас я посмотрю, что у меня в карманах есть. Ну, в этой части в карманах у меня есть и выносливость, регенерация клеток печени и стабилизация показателей крови, потому что это очень важно с точки зрения того, как вот состояние, сколько, а кто же эту песню эту пел, сколько дней я спала, потом проснулась. Ну ладно. Обязательно надо на кровь обращать внимание, потому что это признаки латентной анемии, это признаки недостаточности кислородного обеспечения мозга. Ну, значит, человеку так было хорошо, спал и спал бы еще, если мы с тобой не Хорошо. появились. Рекомендации есть? Замечательно. Вопрос такой. Спасибо за вебинар, пишет Нина. Может, я Пожалуйста. бесчувственная, но за все 7 дней занятий результатов положительных 0, а вот отрицательные бессонница увеличилась до 5 утра и сухость кожи рук. Ну так правильно, почему же это результатов 0? Как говорил великий, горячо любимый мною американец Марк Твен, был такой писатель, Геккельбери Финн и вся банда, хижина дяди Тома. Не писатель, а персонаж. Нет, Марк Твен, который написал хижину дяди Тома. Ну, Геккельбери Финн. Хорошо, Да, хорошо. ну так это показатель того, что печенью надо заниматься серьезно, голубушка. Вопрос о необходимости Конечно. и достаточности. Это только система только раскачалась ваша и лишний раз показала, чем надо заниматься. Сухость кожи – это недостаток так называемой кожной желчи, а глубина бессонницы – это говорит о том, что система мозговых ритмов в достаточной степени нуждается в помощи. Как-то вы бесчувственны, вы как раз таки чувственная очень. Только это надо клубок этот отматывать назад. Прошла боль под серединой левой лопатки. Ну, под серединой левой лопатки
Это у нас, с одной стороны, что? Это, с одной стороны, надо посмотреть, что делается с поджелудочной железой, что делается у нас с левым тазобедренным суставом и что делается с левой почкой. Но в данном контексте я бы обратил внимание еще бы на состояние левого колена. У кого-то немножко уменьшился в шум в ушах, у кого-то прошел Да. шум в ушах. Вот По такая программам, сосудистая реакция сами люди. Да. Вот. относится к предусмотренным ощущениям и говорит о том, что сосудистой системе обязательно нужна помощь. Конечно, конечно. Вот стабилизация. Так, Это выносливость, это регенерация, это стабилизация показателей крови на первом этапе. Вот вам работа на первых 3 месяца. ярко выраженное улучшение носового дыхания. Ну, это значит, включился тонкий кишечник и включилось ваш кардиальный отдел желудка. Значит, в определенной степени есть проблемы с 5, 6, 7 шейным позвонком и воротниковой части грудного отдела позвоночника. Тенденция к опущению желудка. Болел позвоночник выше лопаток. После выполнения второй части, конкретно 5-го упражнения, боль прошла. Ну, это вот ровно такая же реплика, как я только выше сказал. Угу. Распирание. Во всех случаях, господа и дамы, во всех случаях вы же имейте в виду, что формируется компрессия. Формируется компрессия, вы понимаете, это не просто так мы говорим, ах, у него протрузия или у нее протрузия, ах, у него или у нее грыжи и так далее, и так далее, и так далее. Всегда смотрите, где какая грыжа, где какая протрузия. Почему я, извините за якость, остановился на замечательной картинке, что жена моя поставила в отношении девочек, которая в бабушку через 156 лет превратилась. Потому что надо заниматься этим вопросом, осаночным остеохондрозом. Осаночным остеохондрозом. А вам голову заморочили, что ничего не страшно. Дискинезия, она пройдет, это пройдет, это да, пройдет. Все пройдет, все проходит. Да, Все. У напоминаю. Соломона так и было написано на кольце. Проходит все, пройдет и это. А наши товарищи добавили, спасибо партии за это. Напоминаем, что все эти 10 пунктов вы можете получить при заказе от одной даже там банки, от одного заказа системы Холодного живота. Картавит. Сегодня еще существуют максимально комфортные условия для этого. Цены будут повышаться, бонусы будут исчезать. Поэтому, Сжиматься. да, даже если нет возможности, поэтому, пожалуйста, заявку Фиксируйте, оформляйте, фиксируйте за собой самое выгодное предложение и вносите предоплату, если вы хотите, конечно же, везде успеть и поучаствовать. Виктор Владимирович, можно меня не отвлекать? Лапки у тебя холодные. Поучаствовать в конкурсе. Из леса. Ну, конечно, но, естественно, открыта же дверь. Так. При наличии хронического панкреатита, камень в желчном пузыре, метеоризм, спазмы в кишечнике, какую программу Картавита взять? 3 программы берите, давайте. Высвечивайте программы. Сейчас. Выносливость, регенерация и Клеток печени. Да, и стабилизация. Или хотите крови, или хотите кишечника. Но я бы взял кровь. Так, можно ли Картавит использовать при циррозе печени? Занятия перенесла хорошо, все прогрелось. Обязательно. Я почему даже Татьяну Владимировну неучтиво прерываю. Обязательно. Но я хочу сразу Картавиту подставить сразу панкреобилит в контексте цирроза. Это моя любимая тема. Сразу хочу поставить нейробилит и хочу поставить сразу панкреобилит. Потому что вот эта троица горячая, я очень ждал, когда выйдет Картавит, нам столько палок совали, колеса, вы не представляете, особенно по Картавиту. Вот просто у нас терпение, я уже думал, мы, так сказать, эмигрируем из этой нашей доблестной страны.
Ну, давайте. Я так. имею в виду из Краснодарского края в Абхазию. Да, тут вот заметка, что мочевой пузырь потребовал покинуть учебу и удалиться. Прошло Ну. натяжение грушевидной мышцы, Ну а вот. вчера обострение было. Ну вот видите как. Вот видите как. Вы хотя бы одному остеопату расскажите об этом. Одному мануальному терапевту, одному, ну вот невролог сидит замечательно, и это можно все эти глупости рассказывать. В том смысле, что за одно занятие снять синдром грушевидной мышцы. Вы не представляете, это одна из самых тягучих проблем. Одна из самых тягучих проблем мышц таза. Столько копий поломано, столько проблем с этой грушевидной мышцей. Понимаете, в чем дело? Вот раз, и все случилось, все помогло. А когда мы нашим друзьям-урологам, андрологам говорим о том, что, ребята, вместо того, чтобы, так сказать, лечить эрекцию или лечить фригидность, займитесь грушевидной мышцей и мочевым пузырем. Да идите вы там, сельские докторята, Так, умничаете. курс моторика желчи завтра выполняйте, пожалуйста, сегодня не нужно. Вот, видите, все сошлось, все сходится. Так, картовид заменяет доктор Желчь при лечении вирусных инфекций. Нет, не заменяет. Это разное. Почему он должен заменять? У нас нету, понимаете, у нас нету одно заменяет другое. У нас одно дополняет другое. Просто будьте полюбопытнее, откройте сайтики и посмотрите, что такое у нас картовид и что такое доктор Желчь. Почему он должен заменять? Они все помогают, мы вчера сказали. Король и свита, король и свита, король и департаменты, король и министерство. Хотите, председатель Верховного Совета, или кто-то там был, Владимир Ильич Ленин, и совет народных комиссаров. Совет народных комиссаров. Так, болит слева над тазобедренным суставом, но уже меньше. Была кратковременная боль в правом подреберье. 8-й нижний зуб слева заболел, потом вдруг перестал. Вот Ну и такие. что? Ну вот вам, пожалуйста, миграция с левого подреберья, вот диагональ, с правого подреберья в левый таз. Посмотрите, что у нас вы там увидите. А вы там увидите, что у нас восходящий отдел толстого кишечника справа, снизу вверх, под угол печеночный, переходит поперечно-ободочную кишку, спускается вниз и заканчивается сигмовидной кишкой, и потом ампульной частью и прямой кишкой. И что у нас получается? Там, где восходящее отдел толстого кишечника, он подпирает печень. Он подпирает печень. Что у нас происходит? Спазм в желчевыделительных протоках, который потом регистрируется тем, что поперечно-ободочная кишка опускается, тянет за собой связочный аппарат желудка-желудок начинает опускаться, а нижняя часть, понимаете, опять же, Бойля Мариотта. Вы же там умные люди нашлись, которые нам написали. Понимаете, вот вы просто нарисуйте себе картинку. Просто нарисуйте, это же очень просто. Нарисуйте себе картинку. Поперечно-ободочная кишка начинает опускаться. Желудок опускается вниз. Что у нас происходит? Задержка в области поперечно-ободочной кишки. И для того, чтобы перистальтику усилить, толстой кишке в виде сигмовидной кишки, что ей надо делать? Рафтериатфа. Вот она растерялась и превратилась в мегаколон. Мегаколон она превратилась, все. А теперь какие надо делать усилия? А как теперь, помните анекдот про каменный цветок? Нечеловеческие. Про каменный цветок. Знаете, такой анекдот был хороший? Не выходит каменный цветок? Ой, матушка, не выходит. Вот и не выходит каменный цветок. Вот и все, картину нарисовали вы себе. Остеопороза. С остеопенией, с последующим коксартрозом и так далее, и так далее, и так далее. А там и матка на подходе, так сказать, что ей там делать? Она сидит там задним своим третьим глазом. А у матки сзади такая связка есть интересная. Я ее называю маточный третий глаз. Она так смотрит на прямую кишку и говорит, ну как там тебе? А прямая кишка говорит, да что-то хреново мне как-то. А что тебе хреново? Да вот мышцы вот эти, которые бедра держат, что-то вообще халтурят. Ну а что нам тут делать? Давай сваливать. Вот матка начинает сваливать вперед, а прямая кишка начинает сваливать куда? Вниз. Вот и все. Вот и все. А там рачок из-за бугра выползает со стороны толстого кишечника. Вот картина маслом, как говорил подполковник Гоцман. Вот и все. Все свершилось.
Еще предусмотрены ощущения: легкость в теле выше талии, ощущение наполненности в околоушной области, небольшое уменьшение боли в пояснице, тепло в стопах. Татьяна Владимировна, ну это из балета «Щелкунчик». Первая часть. А вторая часть, это вторая заключительная часть либретто «Лебединого озера». А если говорить серьезно, ну это у нас получается раскачка всего массива кишечного. Значит, я бы обратил внимание, ну, на проблемы, которые могут возникнуть абсолютно спонтанно с состоянием сосудов головного мозга. Итак, дамы и господа, напоминаем, что у нас вот под трансляцией кнопочки «Заказать систему Картавит». Используйте максимально комфортные для этого условия, которые еще будут вот буквально не знаю сколько времени, но уже вот просто считанные часы. Чтобы приехать к нам в клинику, вот здесь кнопочка есть под трансляцией, 5-дневный детокс в клинике. Максимальная скидка вообще возможная, огромная. И февраль, март, апрель, там, конечно, скидка уменьшается, но тем не менее она есть, и возможность пока есть, ну и количество, сами понимаете, таких предложений ограничено. Особенно для жителей Нижнего Новгорода отдельно сообщают, что у нас очень красивые коты в клинике живут. Один из них называется доктор Хвостиков. Да. Если что-то непонятно, с чем-то не разобрались, есть какой-то нерешенный вопрос, что-то постеснялись, возможно, в эфире спросить, кнопочка «Написать нам в WhatsApp». У нас есть корпоративный WhatsApp, куда попадет ваше сообщение. Если вы хотите максимально конфиденциальность, значит, напишите об этом, конфиденциально рассмотрим, получите рекомендации, получите ответы на какие-то, возможно, ваши серьезные вопросы. И мы благодарим вас за эту чудесную неделю, которую мы с вами провели. Столько заданий мы выполнили, столько занятий прошли. И с рецептом детокс-супа разобрались. Ну, там, конечно же, у него еще есть много различных возможностей, и мы будем с вами их обсуждать. Сосудистой системе отдельное мы с вами, конечно же, будем уделять внимание. Следите за нашими рассылками. И обязательно вот используйте, применяйте нашу брендовую систему Картавит. Это лучшее, что мы создали на сегодняшний день. Это венец нашего творения. Мы необыкновенно счастливы, горды, что его выход состоялся, этого фитопрепарата, этой системы нашей фамилии. И вот вы можете называть ее Картавит, а можете Картавит. Вот, в общем, ну, такие мы. Нет, такая наша фамилия, мы такие люди. То, что называется Картавит, придумал тот, кто картавит. Так что, дамы и господа, благодарим вас за участие. Нам очень интересно было с вами взаимодействовать, и я думаю, наше взаимодействие продолжится. На этом заканчиваем наш 7-дневный детокс. Благодарим вас за участие. Будьте счастливы, будьте здоровы. И вот комнату трансляции мы сейчас не закрываем. Еще некоторое время она будет открыта. Вы здесь можете задать вопросы нашим помощникам. Возможно, что-то вы не успели у них спросить. У вас будет такая возможность. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Будьте счастливы. И берегите себя. До новых встреч!